Ну что ж, всем приветики. Всем доброго денечка, ребятки, и уже доброго вечерочка. Может, уже кого-то, конечно, и ночь. Что ж, всем приятного просмотра. Всем большое спасибо за лайкосики, кто сразу поставил, кто пришел. Сегодня у нас с вами будет новиночка. Сегодня мы будем смотреть на новых вампиров. Вот. Конечно, сейчас не ночь. Еще не все вылезли вампиры, но мы вылезем. Вот. Мы будем играть за новоиспеченного вампира. Это вообще вторая часть вампиров. Мы первую как-то смотрели, и это вроде было на роликах у нас года 2 назад. А может и больше. Вот. Там было парочку роликов, там достаточно был интересный сюжет, картинка суперская, мне прям тогда понравилось, но мы с вами не смогли допройти по какой-то причине. Вот, и вот вышла вторая часть. Вроде как, это, не знаю, насколько связано с прошлой частью, но описывается, как будто это новая часть, мы играем за новенького вампирика, вот, который будет представлен перед судом. Он вызвал войну между кланами вампиров. Вот. Здесь можно будет выбирать характер нашего вампира, делать из него хорошего вампира, который будет добренький и делать все по правилам. Или будет плохим, который будет просто всех кошмарить. Вот. Так что потихонечку, думаю, начнем. Спасибо большое за лайкосики. 4 лайкосика. Спасибо вам, ребята. Не бойтесь писать в чатик. Всем рада. Вот. Что ж, я думаю, поехали. Стримчик задержался, у меня не было интернета. Как только появился, я сразу к вам. Сразу. Надеюсь, с ним ничего не случится во время стрима. Вот. Так что погнали. Ладно, кое-что забыла сделать. Ладно, так, тогда поехали. Все, ждем. Так, вообще, сегодня еще планировался второй ролик. Но из этого интернета немного у меня все сбилось, и превьюшка не готова, так что, наверное, и не выйдет. Ну, завтра точно дома выйдет. Так, пропускаем это все, пропускаем. Подтверждаем. Прекрасно, что видно мышку, когда я тут вожу себя в компьютере. Это хорошо, это великолепно. Так, сейчас я кое-что хотела сделать. Кое-что хотела сделать, а поскольку интернет только включился, я не успела сделать. Сейчас я это быстренько тогда и сделаю. Пока пишите, как у вас делишки, ребята. Как настроение? Кто, может, ждал игру? Может, кто играл? Есть все-таки? Кто уже играл? Погнали, чатик. Субтитры тут русские, озвучки нету, поэтому придется слушать меня. Если не хотите слушать меня, не слушайте, читайте. Если все будет плохо у меня с чтением, тогда будете сами читать и меня не слушать. Вот, не знаю, насколько игра требовательная, посмотрим. Вроде как будто было жестко требовательная. Все, новая игра. Да. Уровень
Надо сложности выбрать. Есть, оказывается, казуальная для игроков, которые хотят почувствовать себя крутым древним вампиром. Без всяких трудностей. Ну, мы любим трудности, как бы. Без трудностей, как бы, и жизни-то, как говорится, слишком сахарная поп-слипница, поэтому трудности выберем. Привет, Ильшат. Привет, привет. Как дела твои? Дальше сложность низкая для тех, кто хочет сосредоточиться на сюжете. И есть обычный забалансированный уровень сложности для тех, кто знаком с экшен-играми. Мы, конечно же, не знакомы. Бои для тех, кого не вызван просто... О, обычная. Обычная. Выбираем обычная. Так. Разбудите своего старейшину. Я уже проверяла игру, насколько она работоспособная, и я на первый взгляд не поняла. Они же одинаковые. В смысле выбрать? Я правда не поняла. Только потом, минут через 4, когда я их еще двоих послушала, поняла, что девушка — мужчина. Вот перед этим вам было это понятно? Скажите. Я? Нет. Я этого не поняла. Дела отлично, это хорошо. Играл в вампириков. Ну, давайте выберем девушку. Привет, Светлана. Как дела, рассказывай. Когда-то Сиэтл звали королевским городом, воротами Аляски, городом цветов. В 80-х была попытка как-то его полирнуть до блеска, и город окрестили изумрудным. Слои прошлого лежат одним за другим, и каждый скрывает предыдущий. Но королевский город — это было в точку, если сковырнуть лак. Знаете, живет во дворцах, крестьяне в лачугах. Ничего нового, только подано красивее. Этим городом долго, очень долго правила королева. Строек нету, ладно. Когда корона давит не только хозяину на голову, то начинает точить топоры. Но чтобы пошла резня, нужен мощный толчок. Нужен зачинщик, революционер, деспот, убийца или просто человек с большим топором, которому обидно, что он пылится. Если бы я был азартным, то поставил бы на то, что скоро начнется бойня. А я сородич азартный. Привет, Евгений. Как дела? Нормально у вас, как дела? Все хорошо. Уже все хорошо, интернет включился, радость. Можно играть? А то что, даром, не даром, ну просто так, что ли, ее купила, а? Эй, ты меня слышишь? Фрэнк, у нас пострадавший. Кто-нибудь вызовите помощь. Спокойно, все будет хорошо. Не двигайся. Ты как? Питаться? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Эй, Ричи, что за херня? Ты как там, Ричи, черт, держись, я сейчас приду. Кажется, мы кого-то съели. Упс. Не думала, что мы так резко будем кого-то съедать. Так, игра. Сейчас, чувствительность камеры. Мыши, камеры, а это не разве одно и то же? Ну ладно. Ладно, субтитры я сделаю чуть побольше, пусть будут. Что? Где? Нельзя, чтобы меня нашли в таком виде. О, в каком-то полотенце. Сил нету. Угу. Так, сейчас еще раз чувствительность делаю поменьше. Чувствительность. Управление. Видимо, это игра. Сюда. Тут можно еще на геймпадике играть, но я, кстати, не знаю насчет этого. Можно, в принципе, на геймпадике пойти. О, норм. Так, что это? Конверт с наличными. Найден в заброшенном здании, где пробудился кочевник. Бумажный конверт с небольшой пачкой денег. Туда же вложена рукописная записка, в которой говорится:
Твоему приятелю на этой неделе зарплаты не достанется. И скажи ему, еще раз полезет совать свой нос наверх, расстанемся с чем-нибудь действительно ценным. Привет, мафия. Так, обучение общества сородичей, улики тайны. Ага. Так, если что, говорите. Как по звуку чатик? Хорошо? Как там картинка? Все хорошо? Скажите. Вроде бы неплохо. Плавненькая картинка. Нормально устраивает? Не резкая вот эта вот поворотиками. Можно, конечно, геймпад взять, но не знаю просто, насколько здесь будет быстрый геймплей. Звук норм, это главное. Держите в курсе. О, что за тебе конец! Не надо. Глупец, еще больше доказательств. Нужно быть осторожнее. Ой. Ой. Я ж просто хотела пощечину дать. Думала, что он ко мне лезет, маньяк какой-то. Я его по стенке размазала. О-хо-хо. Ой, в жизни бы так. Класс. Картинка тоже. Хорошо, привет, Роман. И тут кусаются. Тут кусаются. Привет, Макс. Тут кусаются. Тут кусаются, конечно. Тут не просто кусаются. Тут аккуратней со словами. Пощечина и сразу вот по стенке размажу. Бедолага, походу ему все капец. Ему хана. Ему хана. Так, прыжок. Нажмите, чтобы выполнить прыжок. Двойной прыжок. О, оп. Паркурик. Мне даже никакое оружие не нужно. Тут сосу. Ой, так, Роман. Вот не надо. Вот не надо. Ты аккуратнее. Кодекс. Что у нас тут? Кодекс. Питание, вид и кровь. Вампиры не могут существовать без крови. Укус вампира называют поцелуем. Здесь целуют. Роман. Не кусают и не сосут. Здесь целуют. Потому что во время него оба участника испытывают эйфорическое наслаждение. Некоторые смертные после акта питания всю жизнь стремятся вновь ощутить это чувство, несмотря на возможную опасность. Большинство сородичей питаются смертными. Некоторые могут опуститься до менее питательной крови животных, и лишь совсем немногие позволяют себе питаться кровью других вампиров. После поглощения кровь живого существа превращается в теле вампира в Вите. Именно она дает силу сородичам. Она позволяет им двигаться, затягивает раны и питает сверхъестественные способности. Вау! Нажмите для обычной атаки. Можно убить большинство смертных, но при встрече с более серьезным врагом ее будет мало. Питание. Класс. Великолепно. Ну, кстати, чуть-чуть как будто графон хромает. Но стоит вроде уже все на ультра. Какая-то мыльность, видите? Интересно, мыльность. Что может у нас вызвать мыль? В принципе, DLSS может вызвать. Ну, кстати, не знаю, как будто больше FPS, что ли, стало. А ну-ка. Давайте протестирую. Да нет, так нормально. Это же игру переносили, переделывали 10 раз. Не в курсе, Макс, не в курсе. Я помню, что 2 или 3 года назад выходила первая часть, по-моему. Так я не следила за этой игрой, поскольку и не фанат, и не играла особо. Так что без понятия. Боевка странная, а чё? Нормальная боевка. Мы, Катя, ее еще даже не видели толком. Ага, подлаг какой-то был. Ладно, бывает. Это не мой голос. И звучит он не из моего рта.
Я не знаю свои 5 пальцев, как свои 5 пальцев. И это не мои 5 пальцев. Крыш поехал уже. Кто говорит? Значит, ты меня слышишь? Добрый вечер. Я и спрошу еще раз, кто ты? Положу руку на сердце. Еще бы они у меня были, а я еще сплю. Секундочку. Ладно, соберись и рассказывай. Как благородно. Вот я бы, если услышал чужой голос в голове... Хотя нет, я бы воспринял это спокойнее большинства. Но я знаю, что в таких вопросах есть исключения. Спасибо тебе за терпеливость. Меня зовут Фабиан. Я, как и ты, вампир или был вампиром. Сородич. Малкавианин. Я был детективом, им и остался. Собственно, у меня на руках новое дело о пропаже моего тела. Расскажи про последнее, что ты помнишь. Первая часть вообще древняя. Там год 2000 или 2004. Ого! Я даже и не знала, что настолько игра имеет много серий. Первая часть вышла в 2004. Первую играешь? Они все как-то связаны между собой? Ничего не помню. Свежих воспоминаний у меня нет. Я не представляю, почему я здесь. Отталкиваться нам почти нечего. Но у тебя завелся Малкавианин и метка. Уже неплохо. Давай вот что, задавай мне вопросы. Вдруг да загорится огонек. Ты знаешь, что это клеймо, дитя Малкава? Нет? Но если верить поэтам и философам, то ясно одно. Метки ставят на собственность. Похоже, кто-то заявил на тебе права. Я даже понимаю, почему. Твои старые кости тают в тебе силу, таят. В твоих венах текут столетия. Кто-то имеет на тебя виды. Вопрос один. Кто? Так в 2000-м все же вышло или в 2004-м? Приветик, Артём. Мы тут кусаемся. Не боись, садись рядышком. По-твоему, кто-то изъявил на меня права? Кто посмел поставить на меня метку? Думаю, такое мог сделать только тот, кто стоит по колено в собственной крови. Но кто это? Понятия не имею. Знаю, что это кто-то раздолбай, если выпустил тебя из поводка. Ха! А как ты оказался в моей голове? Ты правда ничего не помнишь? Мои воспоминания сейчас как пазл. И я пока собираю края. Я вел кое-какое-то расследование, это точно. Как меня забросило сюда? Понятия не имею. Раньше я в чужую голову не залезал. Наша связь. Как ее разорвать? Моя ставка, а я, кстати говоря, натура азартная, такова. Найдем ответ, хоть на один вопрос поймем, как ответить и на другие. Вопросов хватает, ответов нет. Что ж, отправляемся на охоту. Пошли. Если позволишь, давай переберемся в какое-нибудь безопасное место. Я знаю, куда. Если найдешь дорогу наружу, дальше сориентирую. Если, конечно, мы еще в Сиэтле. Сиэтл? Это в Америке? Хорошо, наружу выберусь. Дальше поведешь ты. Договорились. Кстати, у тебя имя есть? И не одно. Но ты можешь звать меня Фаир. Окей, будем знакомы, Фаир. Фабиан, Фаир. Как отлично. И народное тело. Что ж, давай выбираться. Вопросы, метки и прочем баловстве пока отложим. Ой, ну мне пока нравится, все неплохо. Нет, просто одна вселенная и все. То есть не связаны. Маскарадов этих 3 части, и все не особо связаны друг с другом. Я только помню Маскарад, который мы смотрели на роликах, это что-то с лебедями там. Такое. Лебединое озеро какое-то.
Как бы сказал Копатыч, укуси меня, пчела. Ой! Тут, оказывается, не укусы. Мы целуем. И все получают от этого наслаждение. Так что мы не кусаемся, мы целуемся. Джейми, ключ есть? Не, охранник должен нас встретить. И где он? Погоди, у меня есть номер. Фрэнк, Чоп, и все сразу. Так, видеть все твоими глазами. Я впечатлен. Я не успеваю читать во всех местах. Слева, справа, снизу, посередке. Становление, сир и дитя. Что такое сир? Ладно. Определение. Что такое становление? 2 раза определение. Это процесс перехода к вечной после жизни и жажде крови, которая сородич дарует смертному. Впрочем, дар это или проклятие, каждый решает сам. Сначала сир осушает смертного, а затем заменяет кровь жертвы частью своей, передавая несмертность, а также силу и изъяны своего клана. Становление – это гибель и возрождение, начало после жизни. Дитя всегда будет слабее своего сира, так как отстоит на одно поколение. Отстает? Ладно, отстоит на одно поколение дальше от первого вампира Каина. Окей. Смертные. Смертные, или, как некоторые их называют, люд, по большей части не знают о существовании вампиров. Молодые сородичи нередко пытаются сохранить связь с людьми, но с возрастом большинство из них отдаляются от мира смертных, предпочитая жертвовать остатками человечности ради сохранения маскарада. Однако современные технологии делают это все более и более сложной задачей, и вампирам становится все труднее скрываться. Большинство сородичей придерживаются мнения, что количество и хитроумие людей позволит им перебить практически всех вампиров, если начнется открытая война. В конце концов, Солнце – противник, с которым не сможет тягаться ни один вампир. Ух! Это прям великолепие. Великолепно. Так, в 2001 потом вышла Bloodlines, в 2004 потом Кинцо это вышло, и вот сейчас 2-я часть, короче, 4 игры по этой вселенной. О, ничего себе, есть фильм? Серьезно? Я хочу посмотреть теперь. Привет, Игорь, привет, как прохождение? Финалку видел? Так, исполнение Маскарада. Вот очень мне интересно, что это значит в игре, потому что у них уже какая часть называется Маскарад. Первейшим и важнейшим правилом вампирского общества является следующее. Не выдавать себя смертным. Существование сородичей зиждется на организованной дезинформации кампании, которая призвана убеждать смертных в том, что вампиров не существует. Если бы не это, охотники со времен не стали бы добычей. Вампиры сильны, но открытый конфликт с людьми, скорее всего, привел бы к взаимному уничтожению. Они пытаются не выдать себя, тем самым называя это маскарадом, цирком, игрой, театром. Понятно? Ох, сколько тут у нас всего, чат. По чуть-чуть будем читать. Убежище. Место отдыха вампира называет его убежищем. Большинство вампиров тщательно скрывает местоположение своих убежищ. Убежищ. Ох. Ладно, а у старших вампиров оно зачастую еще и не одно. Убежище. Вампира может находиться где угодно, и зачастую хозяин старается доработать его, чтобы защититься от солнечного света и нежелательных гостей, хотя бы частично. Жизнь опасна, и даже в самое надежное убежище, мне теперь не нравится слово вообще, может проникнуть сильный или достаточно целеустремленный враг. Так, давайте по чуть-чуть читать, а то мы загнемся. Я типа... Давай, засранец, ну давай. Guess we'll have to go in. How's your shoulder? Yeah, not good, man, not good. Выбраться наружу. Hey, anyone in there? А как? Hey, fella, you there? Оп. What was the call about? Я ж не могу, по идее, перед ними появляться в лицо. Они меня тогда раскроют, верно? Значит, мне надо как-то отсюда вылезти. Я из этой дырки вроде вылезла. Это прекрасно, конечно. Вот. Так.
Get dispatch. See if he's in the area. I'll call Mike. А еще He's какая-то got the бродилка radar. выходила, которую Макс Я. концом назвал. Бродилка? Не зря перед выходом этой игры выпустили еще и визуальную новеллу. Потренировались на написании текста, теперь тут пихает его в We лицо. gotta Это get всё. up and А, out. да? They get one look at your clothing choice, we'll have a problem. А наверх? А как мне лезть наверх, простите? Стоп, 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 я как бы залазю, ну как бы что-то и... Нифига. Наверх лезть. Подождите, я еще не поняла, меня не учили. А как? А как? Я не дочитала, что ли, как мне лазить по стенам? Тап не работает. Теперь тап не работает. Все, чат. Забыла. Я не знаю, как играть. Капец. Еще не открывается тап записки, вообще ничего. Так, хорошо. Хорошо. Может, по вот этим меточкам как-то. Я тут увижу, может, тут показывается, как можно залезть. Так, 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 так. Блин, если у меня в самом начале возникают такие проблемы, мне кажется, я дальше не продвинусь. Я, походу, не создана для вампиризма. Как? Подождите. Подождите. Спринт вампирский, питание, телекинез, кровавый эликсир, лечебный эликсир, эликсир стойкости, удар перемещения, влияние. Молодые люди, я не знаю, как наверх залезть. Подскажите, пожалуйста. И как от вас сбежать? Чат. Вы же играли. Расскажите. Типа 2 раза нажимаю, она прыгает. Вроде хватается, но сама и падает. Как залезть-то просто? Как? Не, написано выбраться наружу. Нельзя, чтобы они меня спалили, сказали наверх залезть. Кто-то вызвал копов. Тут мы не пройдем. Смертные для меня не помеха. Их не просто будут искать. Начнется настоящая охота. Нарушать маскарад нельзя. Перекрестие становится больше, когда рядом есть секрет. Какое перекрестие? Лифт не в кондиции, как и... О, осуждаем! Как? Черт, что это было? Забыл, лезь, лезь туда, куда? Куда? Стой, куда мне лезть? Подожди. Так, чтобы забраться. Это и называется телекинезом? А я хз вообще. Меня спрашиваешь. Спасибо, Артём, спасибо. Ты сдвинул наш геймплей с толстого места. Да, видела игры.
Там выглядит все очень опасно. Теперь ты вампир? Да. Так, удерживайте пробел рядом с вертикальной поверхностью, чтобы взобраться на нее. Лестницы, водосточные трубы, кондиционеры и прочие объекты, по которым можно взобраться наверх, есть по всему Сиэтлу. Научившись их находить, кочевник сможет с легкостью передвигаться по городу, не нарушая маскарад. Вызывайте кочевника, чат. Подходящие объекты будут подсвечиваться белым при использовании обостренных чувств. Угу. Телекинез. Важно, объекты, которые можно перемещать с помощью телекинеза, подсвечиваются фиолетовым при использовании чувств. Нажмите Q, чтобы поднять предмет с помощью телекинеза. Ага, и опустите. Нажмите левую кнопку, чтобы бросить поднятый предмет. Скрытность. Бросив небольшой предмет, кочевник может отвлечь цель и незаметно пройти мимо, либо совершить скрытую атаку. Кочевник овладел этим навыком за долгие годы своего существования. Ой, я же говорил, все заскриптовано в хлам. Жесть. Думаю, мы повеселимся на этом. В определенных обстоятельствах за нарушение маскарада в общественном месте или там, где недавно уже произошло нарушение, двор может вас казнить немедленно. Вау, класс! Так. Дисциплины. Сверхъестественные силы, которые вампир получает при становлении, называются по-разному. Силы и способности вампиров довольно разнообразны, и некоторые из них плотно связаны с определенными кланами. Однако сородичи могут изучать способности других кланов, если заручаться поддержкой того, кто сможет их им преподать. Так, последний давайте. Клан Малкавиан. Оу. Сородичи считают представителей клана Луны сумасшедшими, фантазерами и провидцами. Расшатанная психика, которая отчасти вызывается становлением, порождает недоверие в тех, с кем они имеют дело. Но на деле их бредни — это откровение, и потому членов клана Малкавиан с равной вероятностью либо сторонятся, либо с неохотой уважают за мудрость. Критерии, по которым сиры клана Малкавиан выбирают потомков, сложно объяснить. Иногда предпочтение дается чутким натурам, а иногда тем, чей взгляд на мир отличается от общепринятого. Нередко смертная казнь малкавианина полна травм, а разум сломлен задолго до того, как ему открываются все ужасы после жизни. Сила малкавиан — это одновременно их слабость. Они видят все. Им сложно удержаться в реальности, но это не означает, что они слабые противники. Малкавиане могут перемещаться незаметно и озвучивать информацию, которая не должна быть им доступна. Но главное, они искусны в игре с чужим разумом. Могут выжечь память и превратить жертву в марионетку. Например, как у нас в голове сейчас детективчик какой-то. Фабиан происходит из малкавианской линии крови. Фабиан. Фабиан же у нас в голове, кстати. Про него идет речь? Я дальше не смотрела, так что буду у тебя учиться в это играть. Идем по скриптам. А что за посередине черточка? Выбраться на крышу, не попавшись в полиции. Хорошо, я поняла. Оп. Эй! Есть кто? Хорош! Так и ночка дерьмовая. Давай, Игорь, приятного. Мне кажется, у тебя и не только после шаурмы кофе хочется. Просто на нее все сматриваешь. Так, записка на окровавленном пакете. Боже, мы сейчас потеряемся, что мы читали, что мы не читали. Найден в заброшенном здании, где пробудился кочевник. Открытая коробка, от которой исходит резкий кисловатый запах гнили. На дне небольшие осколки стекла, липкие от затекшей крови. Записка гласит: «Кокетливый донор. Такую кровь найти сложно. Осторожнее с ней. F». Метка. Эта странная метка была на руке кочевника уже в миг пробуждения. Кажется, в ней сходятся линии, пророченные по всему телу. Похоже, она как-то связана с Фабианом. Когда тот впервые заговорил, руку обожгло болью, и метка начала кровоточить. Это мы читали. Так, сородичи. Вампиры или сородичи — это монстры, которые бродят по ночам по городу.
Когда-то они были людьми, но теперь эти создания не дышат, их сердца не бьются. Они нежить и страдают от вечного голода, который можно на время утолить, выпив крови живого существа. Их существование — вечная борьба, где звериная сущность вампира сражается с угасающими остатками человечности. Прыжок вверх. Да, похож, только не стоит перед людьми прыгать. Как мне кажется, много кто читает или нет. Именно. Да. Давайте вот это дочитаем. Общество сородичей. Так, торпор. Торпор. Или просто пор. Состояние глубокого сна, в котором вампир полностью лишается возможности реагировать на свое окружение. Сородич может пролежать в торпоре несколько лет или даже веков. О, это я знаю из дневников вампиров. У них есть такое. Сородичи могут войти в торпор по своей воле, из-за голода или после ужасного ранения. Чем бы ни было вызванное состояние, пробудившийся вампир может страшно будет голоден и примет осушать ближайшие источники крови, пока зверь не насытится и сородич не придет в себя. Это из дневников вампиров списано. Мало что в мире может быть опаснее только что пробужденного сородича. Артём, здесь. Вампиры и урон. Хоть вампиры и не стареют, они не бессмертны. Их вполне можно ранить. Они способны вынести удар, который мгновенно убил бы простого смертного, но все равно получают увечья. Их можно вывести из строя, изрешетив пулями, либо отсечь руку или ногу острым клинком. Однако, если вампиру удастся выпить кровь или алхимический эликсир, его раны затянутся. Вопреки расхожему мнению, кол в сердце не убивает вампира. Все, ребят, выбрасывайте. А лишь парализует его и делает уязвимым. Сородич придет в себя, как только извлекут кол. Огонь, солнечный свет и обезглавливание — вот самые надежные способы подарить сородичу окончательную смерть. О, это мы тоже знаем из дневников вампиров. Хорошо, что я смотрела. Теперь я все знаю. Игра симулятор записок. Да. Так, 128 диспетчер. Слушаю. Так, это если что, сами читайте. No getting past. О, Think you can distract him somehow? You're a mite conspicuous. We don't want to fight here. All quiet? Yeah. No fire. Stop. Tolly will. 128 to dispatch. Go ahead, 128. Got a noise disturbance in a suspected 603 inside the abandoned apartment block. No getting past. Copy that. мимо не пробраться. Сможешь его отвлечь? Ты немножко выделяешься из толпы. Copy that, 128. А драка нам не нужна. Yeah, all quiet, but damn, Carl, why do I always get the spooky ones? Seattle PD, I'm coming over. Nothing. Thank God. Тут даже описание каждой картины. Найден в заброшенном здании, где пробудился кочевник. Затхло пахнущие фотографии в сепии, на которых запечатлен город. Одежда людей и модели автомобилей указывают на начало 20 века. Ой. Так, погнали, по персонажам. Кочевник. Зовите кочевника, чат. Зовите. У кочевника много имен, но здесь и сейчас этого сородича зовут Фаир. Это мы. Тайна кочевника остается нераскрытой. Неизвестно, из-за кого или из-за чего она оказалась в таком состоянии. Фабиан, возможно, знает кое-что из легенд о своем хозяине. Да, и то немного. Единственное, что можно сказать наверняка, кочевник самостоятельно выбирает, что и кому рассказывать. И у нас есть Фабиан. Это мы, Малковиан и детектив. Чужой голос в голове Фаир. Словоохотливый. Детектив из клана Малковиан. Правильно, мы определили. Утверждает, что не имеет ни малейшего представления, как переселился в тело Фаир. Ну, не в тело, а просто в голову. Вот давайте не надо. О, еще экспульку мы за это получаем. Прекрасно. Я задолбалась чат уже читать. Hello,
Привет, Сиэтл. Это прогноз погоды и дорожная обстановка на 2 часа утра. У нас по-прежнему штурмовое предупреждение и очень холодно. Температура ниже, чем шансы вашей любимой команды попасть в этом году в плей-офф. Вот настолько низкая. А сейчас позвольте сделать несколько важных напоминаний. Все улицы в историческом районе Пайонир-сквер закрыты для движения с 22 до 6 утра. Проводятся аварийные работы по починке лопнувших из-за холода канализационных труб. Движение метробусов и трамваев в центре города приостановлено на неопределенный срок. Все рейсы международного аэропорта Сиэтл Такома отменены. Вот так, друзья, если вы мечтали улететь куда-то в теплые края, подальше от метели, мечтать не вредно, но ничего не получится. Так что предлагаю вам закутаться в плед, взять любимую книгу, налить бокал чего-нибудь хорошего и попытаться насладиться нашей зимней сказкой, пока она не кончилась. На этом пока все. Смотрите на... Не замерзните, а я вернусь через час с новым прогнозом погоды. Через час? У тебя каждый час прогноз погоды, что ли? Ой. Спасибо, Геракл. В смысле, 2 часа, они перевели как 2 часа утра, смешно. Ой, там 22 было до 6 утра. Там с 22 до 6 утра было написано. Может, я, конечно, прочитала криво, но с 22 до 6. Я задолбалась читать. Jehoshaphat H. Christ, you are something else. Я летаю! С каких пор вампиры летают? После начала прыжка удерживайте ля-ля-ля. Спустя некоторое время кочевник теряет импульс и начнет стремительно снижаться. Офигеть. Офигеть. Так, хорошо, что... Так. Фракции. О, полиция. Департамент полиции Сиэтла, точнее, большая его часть, пребывает в счастливом неведении о существовании сородичей. Офицеры полиции защищают смертных и непременно отреагируют на проявление насилия и другое подозрительное поведение. Излишнее внимание с их стороны приведет к нарушению маскарада. А получается, любые, просто люди, население, та же полиция, они не знают о существовании вампиров? А кто тогда знает их существование? Момент. Ты не вампир, белка-летяга. Спасибо. Которая любит целоваться. Мы Бэтмены. О! Хорошее определение. Которое еще кровь сосуд. Ладно, целует. You get the report? Ой. Yeah, looking for a security guy. Watch your step. This floor's no good. You think the snow would stop the crazies coming out? Я вампир. Я крыса. Just think of the overtime. You hear something? Places creep me the hell out. Creaking, settling. Существование вампиров знают только вампиры. В этом и смысл маскарада. Ну я думала, что раз тут и кланы есть, то и все люди в курсе о нашествии вампиров. Я думала, суть в этом. Ой, прости за вопрос, но сколько тебе лет? Неприлично спрашивать. Я старше твоей стороны на полтора... Блин, 100? Ух ты, понятно. Вот что там было написано? Полторстик. Я таких слов не знаю. Капец, неприлично спрашивать. Он приохренел, походу. Красота. Как же мы долго поднимаемся на крышу.
Улыбочку киса. Привет всем любителям It's a ghoul. Это же Гули, но вдруг тебе до сих пор не ясно. Чего, кого ждать? Убить Гуля так, чтобы никто не заметил. Супер. Beautiful, you never looked better, sweetheart. Find your light. Busy night. Ненасыщенная ночка. Копы, гули, детективы, загадочные летающие незнакомцы. Пора всем выйти на сцену и вместе запеть. Охренеть. О, гули какие-то еще. Чешуенно просто. Оп. Я не знаю, вместо... Ну, я решила его попить. Мы вернем этот город. Еще Гули, так и до полноценного нарушения маскарада недалеко. Победить Гули? Да я просто Халк! Нажмите М4. Где у меня кнопка М4? Ладно. Угу. Мощная атака. Удерживайте. Хорошо, я поняла, можно удерживать. Хотя, знаете, я, короче, поняла, на С как-то удобнее. И вправду удобнее. Что опять? Пригнитесь, а затем выполните атаку в воздухе. Ладно. Нет вопросов. Вопросов нет, вопросы иссякли. Так, куда бы мне попасть? Ага, вот туда. Да. Так. Ну, я вот там вот. Оу. Оп. Да, я просто Бэтмен. Опять эти гули? Да что твою за ну. Капец, короче, чат. Надеюсь, вы не забывайте ставить лайкосики, это очень важно, конечно. Большое спасибо, кто поставил. Так, книга с посвящением. Странная старая книга под названием «Искусство Атанар Карпарис». Выглядит зачитанной, с множеством загнутых страниц. Посвящение гласит: «Мой друг, я верю, этот том поможет в твоих исследованиях. Ты только начал раскрывать свой потенциал. Твой разум способен еще на многое, даже если твое тело достигло предела. Я знаю, что ты не захочешь никого подвести. Джей-Джей». Ага, за то, что мы, кстати, читаем всякую дребедень, мы получаем опыт. Прикольненько. Привет, Алексиус. Как дела? Давно не виделись. Игру подмились, походу, делали, что больше читали. Есть такое. Я застряла, чат. Я ничего не могу делать. Ходить я тоже не могу. Прыгать тоже не могу. Пригнуться не могу. Что происходит? Вот ты не прочел что-то? Вот теперь и стой. Наказание. Жесть. Someone else is in here. I can smell it. Then we kill them too. Chill the fuck out. No one else is here.
Then what happened to the elevator genius? Я играла в Dishonored. Знаете, у меня столько опыта. Maybe I can convince them to move shit. Oh, we got a body. Probably nothing, but... Shit, me! Ты что делаешь? Бабулька! О, да, я подпиталась. О, боже мой, да хватит меня трогать, женщина! Какой бардак, сколько копы набегут, будут заполнять бумажки. Это вообще жесть. Нам лучше тут не задерживаться. Все спешит на то, что я Сиэтл и Сиэтл. Согласна, пора валить. Ну все, игру сломали опять. Ну, кстати, да, опять. И как тебе Horizon первый? Мне что-то тогда ремастер не зашел. Да, я девушка, Геракл. Да, в игре. Так. Ули жалко, в смысле жалко? Они ж походу сами плохие. Ну, кстати, бывают какие-то прологи, может, вы тоже замечаете. Добро пожаловать, Сиэтл. Пошли, мое убежище недалеко. Какой сейчас год? 24-й. Когда ты? Мой сон продлился 100 лет. Вау. Ого. Ну и ну. Ну что, добро пожаловать в 21 век. Нет, Геракл. Не выше. Ну, кстати, Дубаси тут меня хорошо увидели. То есть я отворачиваюсь, у меня за спиной так колбасят. Ой. Привет. Еще здесь. Пока мы не раскрыли дело, придется друг друга терпеть. Блин. С возвращением из мира грез. Что-то мы с тобой в нем застряли. Да, пожалуй, так и есть. Мы обречены скитаться во тьме. Верно, но в темноте порой оказывается все. Просто мы с тобой лучше не знакомы. С ней. Пока ты собираешься силами, предлагаю пообщаться. Поближе познакомиться, сверить часы, пока еще не подняли парус. Пока мы спали, у меня было время поразмыслить. И я понял, что я тебя знаю. Точнее, знаю, кто ты. Ты кочевник. Откуда ты это знаешь? Я же говорю, я детектив. Это прозвище у меня давно на языке вертелось, но поймал только сейчас. Откуда возникла эта мысль? Сам не знаю. Я не ожидал, что ты прибудешь в Сиэтл. Так что не знаю, как эта идея вообще всплыла. Когда другие узнают, что кочевник в Сиэтле, а они узнают, будет весело. Слухи-то разные ходят. То ли всех погубишь, то ли ты вестник Рока. Но ты-то что скажешь? Так, я странница, я воительница, я просто стремлюсь выжить. Моя история пролегает через века и континенты. Я странник. Да, это общепринятое мнение. Стагнация разлагает. Аминь. Извини, если вопрос неуместный, но где и когда тебе нравилось больше всего? В Константинополе, когда там продавали мечты. На маскарадах Венеции, в библиотеках Праги. На маскарадах. По ночам многие всегда несли меня на улочке Венеции. Тогда все носили маски. За каждым углом загадка, романтика. Красивые и смертельно опасные игры.
На мой вкус больно уж мудрено и явно перебор с ножами в спину. Моя стихия — родные бандиты и кофе. Было любопытно. Прелюбопытно, до поры. Но так уж бывает. Извини мое любопытство, но ты не договариваешь. Было что-то еще. Видимо, кто-то еще. Я больше ничего себе не скажу. Теперь твоя очередь. Хорошо, спрашивай. Только предупреждаю, я тут 100 лет прожил, но сейчас у меня не память, а швейцарский сыр. Вау. Вкусный, небось. Мы не в Китае, мы не в Китае, мы в Сиэтле. Со спины ты не в шею, как сворачиваешь шею, кусим делаешь, бедные гули. Чего бедные, не бедные, они это заслужили. Да, зовите кочевника, я же говорю. Кто такой Сир? Что за убежище? Кто-нибудь всплывает в памяти? Кто твой Сир? Хочешь знать, кто меня 100 лет назад покусал? Его звали Гидеон. Такой был душка. Мне он нравился. Где он сейчас? Я не знаю. Скорее всего, прячется или где-то благополучно упокоился. Расскажи про свое убежище. Если что, оно не мое. Хозяином был паренек по имени Дейл, но его тут больше нет. Хотя сам не знаю, откуда я это знаю. Не могу сказать, что мы дружили, но мне нравятся обжитые места. Они подталкивают строить замки из мыслей, а замок — это хорошее укрытие. Сначала ты почти ничего не помнил. Что-нибудь изменилось? И что я вспомнил? Алкоголь, осуждаем, пары, лужи на полу, стаканы и бутылки. А потом прогулка в темноте. Алкоголь не рекомендуем, вредит здоровью. Мой торпор длится десятки лет. Что сейчас происходит с обществом сородичей? Я могу говорить только о том, что знаю. А я знаю, я Сиэтл. А знаю я Сиэтл. Как нас убивают? Есть ли новые угрозы? Что для тебя опасно? Ну, греться на солнышке не стоит. И закуривать, облившись бензином, тоже. Тоже осуждаем. Старайся не терять голову. И в переносном смысле не надо, а в прямом — это конец. Но ты и без меня знаешь. Пол сердца и все еще вызывает у нас паралич. Ощущение так себе, но хоть можно вести наблюдение. А, пушки. Тут ситуация с твоих времен ухудшилась. Пушки стали больше. Громче, хитрее, но и ненадежнее тоже. Понятно. Огнестрельное оружие распространено? В Америке-то? Ха, еще как. Расскажи про маскарад. Каким он стал в новое время? Все точно так же, как и 100 и 200 лет назад. Выделяться нельзя. Общественность не должна знать, что вампиры существуют. И подчеркну отдельно, в Сиэтле маскарад соблюдают строго. Привлечь внимание смертных, тебя пристрелят. Правильно. Что знают о нас смертные? Появились ли у них за 100 лет новые познания? Нет, так и спят по большей части сном младенцем. Это хорошо. Нам все так же приписывают страх перед чесноком, распятием и святой водой. Нам теперь такое приписывают. В модных книжках нас просто не узнать. Вряд ли кто-то переплюнул Стокера. Это как посмотреть. Старая гвардия не в восторге от блестящих вампиров. Но времена меняются. Намек на сумерки, походу, да? Ага. Кто-нибудь еще стоит иметь в виду? Появились ли какие-то новые угрозы? Да, теперь у нас всех смертных камеры в переносных телефонах, и они постоянно снимают происходящее. Называются стриминг и загружают в облако, в сеть, на всеобщее обозрение. Какую сеть? В чем у них камеры? В облаке? Это вообще важно? Есть у меня всякие предположения, но если вкратце, не высовывайся, или мы все умрем. Как поживают сородичи Сиэтла? Как устроено наше общество? Ой, да как все, как и везде, и как всегда. Заправляет городом Камарилья. В Сиэтле есть двор.
Правит двором принц. Они следят за соблюдением маскарада. Same as it was then. Значит, ничего не изменилось. Да, хотя где сходство, там и перемены. Сколько можно уже? Да какая разница, что насчет? The world Новый мир outside весьма is любопытен. intriguing. Будет интересно It will узнать be его секреты. fascinating to learn its workings. Согласен, тут неплохо. What is this Что ты about говорил про alcohol? алкоголь? Воспоминания, Your memory пропитанные им seems насквозь. drenched in it. Думаю, что я был в баре. Как проснешься до конца, можно попробовать поискать этот бар. I am awake. Да, только со мной But что-то there is так. something wrong. Кровь какая-то My вязкая. blood Я не is чувствую обычной sluggish. силы, даже если I should помнить be о strong by торпоре. now, even after torpor, and I О, am что за not. слово? Думаешь, тебя ослабила метка? Speculation Почему тратить время на accomplishes домыслы? nothing. Верно. Хотя еще секунду. Ты знаешь, что я малковянин. Нас зовут психами, безумцами, пророками. Но где истоки твоей линии крови? Оу, парам-пам-пам. Родство. Выбираем чатик. Ой, смотрите, просто читаем. Бруха, Тремер, Бану Хаким, Вентру, Ла Сомбра, Ториадор. Жопа. Начинаем. Так. Высокое. Рейтинг мастерства. Смотрите, обычное, высокое, низкое, высокое, обычное. Дальше. Родство с кланом. Стоимость способностей снижена. Проворство, харизма, могущество. Доминирование, магия крови. А почему доминирование, магия вместе пишется? Проворство, магия крови, запутывание. Родство с кланом. Так, доминирование, харизма, доминирование, могущество, забвение. Проворство, харизма. Я, честно, не понимаю. У нас снизу все написано. Могущество клана Бруха в силе и скорости. Их навыки позволяют переломить ход битвы, действуя быстро, нанося разрушительные удары и пробуждая врагов совершать роковую ошибку. Бруха — неопределимая сила в бою, и их непревзойденное мастерство помогает им брать верх. В принципе, это похоже на обычного сейчас вампира, которого мы сейчас сражались. Нам не хватает как бы силы и быстроты. Погнали. Тремер. Члены клана Тремер наделены колдовской силой и способны подчинять своей воле саму кровь, превращая ее в оружие. В их власти собственная кровь и кровь врагов, что обрекает их противников на неописуемые страдания и неизбежный крах. А это мне нравится. Вот это прям круто. Так, Бану Хаким, клан безмолвных судей и палачей. Быстрые и смертоносные, они способны заставить своих врагов замолчать с помощью как грубой силы, так и колдовства. Член Бану Хаким может в мгновение ока уничтожить цель с леденящей кровь точностью, а потом исчезнуть без следа. Как бы особо непонятно, чем отличается от этого. Вентру способны подавлять чужую волю, превращая других в послушных марионеток. Они умеют приковывать врагов к месту, обращать их друг против друга и даже стирать им память. Их стойкость позволяет им выдерживать опасные удары и не бояться неизбежной мести. Опять Игорь за кофе? Ты ж ходил уже. Сила клана Ла Сомбра вселяет страх в сердца и врагов, и союзников. Эти повелители мрака подчиняют своей воле каждую тень и так могут изолировать, заманивать в ловушку и повергнуть в ужас любую цель. В итоге непонятно, что они делают, просто страх наводят. Гипнотическая сила Тореадоров позволяет им сделать первый шаг, так что враг не успеет даже отреагировать. Они умеют очаровывать своих жертв и врагов, лишая их способности разглядеть смертельную опасность у себя под нос. Вот мне вот это нравится. Изначально мне розочка понравилась. И вот это мне понравилось. Здесь у нас будет магия, колдовство. Как думаете, что выберем? Ну, вообще здесь розочка красивая. Будем всех очаровывать. Давайте. Какой мы клан там? Подожди. Ториадор. Тремер. Давайте будем просто очаровывать всех красотой. Какая. Так, отлично.
Древо способности открыто. Свинцовые цепи, золотые оковы. Так, таб открываем. После питания вы движетесь быстрее. Отлично. О, его. Так, что у нас? Чарующий поцелуй. Чарующий поцелуй! Как красиво звучит. Вы целуете человека, на время погружая его в транс. При этом он будет защищать вас от окружающих врагов. Чем слабее воля цели, тем дольше будет длиться транс. Вау! Как мне нравится это. Костюм еще получили. Вообще кайф. Мы будем работать напрямую с поцелуями. Великолепно. Вот этот костюм. Вот это вот страшный костюм. О, мы даже можем тут ее, так сказать, менять. Ничего себе. Только здесь немного женских нету, прям причем. Жалко. Вау! Фу-фу-фу-фу. Надо было то же самое, да? Тоже нарисовать себе. Так. О, это какая-то вообще милота. Не, я вот это хочу выбрать, вообще бомба. Берем. Так, пирсинг какой-то. О, фу-фу-фу-фу-фу-фу. Какой кошмар. Давайте вот это ставим. Глазки. Глазки. Голубые. Не, давай. О. Берем. Берем. Берем вот это. Во, все, бомба. Жестко страшно теперь. Миленькая, никто в городе не обратит на тебя внимания. За время, что у тебя ушло на переодевание, я кое-что вспомнил. Понял, почему я привел нас в квартиру Дейла? Кажется, я здесь был, незадолго до того, как случилось то, что случилось. Чтобы раскрыть наши дела, надо отследить мои шаги. Давай попробуем найти бар. Меня вообще никто не заметит в таком прикиде. Конечно, никто не обратит на меня внимания. Все так одеваются. Компьютеры, по сути, это очень быстрая телеграфная система, которой управляют идиоты. Советую держаться от них подальше. Ай, что-то тут как-то FPS мало. Это что-то вроде граммофона, только качество звука было куда лучше до начала 90-х. Ну, можно вот так. В принципе, вот такое. Это что, светится? Нет. Вау. Нифига себе, сколько его. Так, закрыть. Мы сейчас будем вызывать кого-то, что ли? Метка. Интересно. Так. Что заставляет кочевника бесконечно скитаться по миру? Жажда странствий или некая угроза? Единственное, что можно сказать наверняка, кочевник самостоятельно выбирает, что и кому рассказывать. Фракции. Гули — это смертные со сверхъестественными способностями, которые им дает кровь вампира. Гули обладают сверхъестественной силой и не стареют, но при этом они практически рабы своего домитера, вампира, который дает им кровь. Она для них как ага, от которого к тому же зависят их способности, а потому они остаются верными домитеру, как бы плохо с ними не обращались. И с каких пор у нас они хорошие?
Так, заброшенная берлога, однако неплохо подходит для временного убежища. Когда-то здесь жил некий Дейл, но теперь его нет дома. Никогда. Все убежище пропахло смертной жизнью. Вареным луком и подгоревшим чесноком, резким синтетическим одеколоном, потом и ношеной одежды, и пошло-поехало. На двери крепкий замок, а окна наглухо закрываются солнечного света. Плюс 10 XP. Класс. Но тут, кстати, FPS прям меньше, я чувствую. Ой, тут, наверное, пошла авторская музыка. Ой, пошла, небось. Оу. Нет, я боюсь. У моего приятеля Дейла были проблемы с восприятием своего тела. Понятно, видимо, себя не любил. Я не имею понятия, что изучал Дейл, если именно этим он занимался. Которые очаровашки. Очаровашек выбрали, мы будем очаровашкой. Вот здесь, видите, какие-то пролагивания. Хз, конечно. Конечно, будет. И интересный геймплей. Мы что-то пропустили, я просто не поняла, что читать. Как патефон-автомат на ярмарке, только стоит дороже, не так веселит. Понятно. Ребята, это патефон на ярмарке. Привет, Никита. Оу. Трупное окоченение прошло, а тихие влажные звуки движения во рту трупа указывают на наличие личинок и мох. Дейл занимался созданием алхимических препаратов слабокровных. Это опасное дело. Ну, заметно. Заметно. Вот он сумасшедший. Максимально. Давайте валить отсюда. Там где-то вечеринка, походу. Привет, Хайчи. Естественно. Римлю, не скажу, что мое тело воняет, но думаю, твой острый нюх поможет его найти. О, по запаху будем тебя искать. Ну ладно, давайте куда-то вниз нам надо. Ой, эта штука разговаривает. Наверное, подумал наш вампир. А у них что, Новый год? Мне нужно было по-новогоднему одеться? Вау. Помни, даже все эти люди обратят внимание, если ты сделаешь что-то, ну, странное. Например, перепрыгнешь здание. Не выделяйся. Маскарад нужно соблюдать. Блин, это прикольно выглядит. Слушайте, даже музыка есть. Вот это выглядит прям вау. Не думал, что здесь будет настолько открытый мир. Питание. О, думаю, я тогда нарушу. Маскарадик наш. Так, куда мне надо идти? О, что это? А, это питание. Что с ним? Я могу поговорить с ним. Хочешь меня? Раз... Ты чего? Так, пошла я отсюда дальше. А то меня тут, походу, сейчас соблазнят уже. О, не иди за мной, отстань от меня, маньяк! Ребята, вампира преследует какой-то маньяк. Что делать? Я боюсь. Я боюсь его. Что им от меня надо? Отстань! Да я не буду с тобой укромное местечко искать, отстань! Ты что, он за мной привязался? Собака такая! Сейчас!
don't usually do this sort of thing. Jesus. А мне на крышу надо. Может, вы как-нибудь отсюда уйдете, слушайте? Кусим. Закусим полностью. А тут, видите, люди. Хотя у меня, видите, полное здоровье. Мне кусаться не надо. Время 18:19. Какое питание? После 6 не едим. Так. Если я прыгну, они, думаю, это поймут. Что, шутка? Валь отсюда, тащи свою попку туда, где ей будут рады. Так это бездомная, почему голос мужской? Ладно, я не понимаю. Хорошо, но мне надо наверх залезть, да? И он за мной бегает, да что? Побери, надо. Иди сюда. Иди сюда. Ко мне? Да я тебя сейчас сожру. Пули 100 очков, сангвиника. Бомба. От него запах идет. Он без головы. Ля, какая красавица. Опс. Ты кто? Опа, вот это улов. Кого я вижу? Бенни Малдон. Давай, рыбонька, дергайся. Жабры-то скоро пересохнут. Шериф, Бруха, мой начальник. Веди себя осторожнее. Ты не понимаешь, кому грубишь. Прошу прощения, мы еще можем все уладить. В чем мой проступок? Веди себя осторожнее. Прошу прощения, шериф, наше знакомство не задалось. Не сомневаюсь, однако, что это можно исправить. Прошу прощения. Может, еще в жопу поцелуешь? Только если ты меня. Ты реально не слабокровка? Слабокровка, выродившееся младшее поколение. Здесь их много. Из какой пещеры сюда? Много-много. Как блох на помоечной кошке. Бенни, 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 наш поэт. Я старше тебя, шериф, моя кровь сильнее, чем у твоего поколения. Не тебе на меня охотиться. А я-то успела решить, что передо мной лошара без зубов и соевое молоко вместо крови. Радуйся, меня ждут дела. Ты скажешь обо мне принца? Пошла она, Камарилья, и принц туда же. Он окончательно свихнулся. Мне еще слабокровным глотки рвать. Глотки. Так что слушай сюда. Даю тебе одну ночь. Одну. Разруливай свои дела и вали нахрен из Сиэтла. Дальше начнется охота. Принято. Вот и хорошо. Надеюсь, ты задержишься. Слабокровки-то скоро кончатся, а я скучать не люблю. Я ему сейчас шею порву. Он дал нам одну ночь. Давай продолжим расследование, пока есть время. Говоришь, он был твоим начальником? Он сидит на 2 стульях, служит главным шкуродером при дворе и не вылазит из полицейского участка. Так, мы следим, чтобы нарушения маскарада не дошли до куда-то там. Радуйся, что и мужик только на словах. Кстати, с Бенни все получилось отлично. Бить мочис. Как покажешь брюхо, он его... Ой, понятно. Не успеваю уже. Так. Идти по запаху Фабиана. Я знал, что Бенни ненавидит слабокровных. Правда, ума не приложу, почему сегодня на них охотится. Так. Тогда мы пошли дальше отсюда вниз.
А что я за очки получила, кстати? Тап не Just as нажимается. a thought, I'd suggest you Да-да-да, keep не that буду presence никому on the рассказывать. down low. Замолчи, пожалуйста. Take it from me. You Эй, lose не a parcel молчи. of respect if you talk out loud to the voices in your head. О! У нас есть карта, получается. Так, это что такое? Ой. Карта. Так, пункт назначения. Вот это что? Резонанс крови. Идет событие. Резонанс... Это такое непонятно. Так, внешность. Кодекс. Дерево. Ага, я вот получила... За мной, видите, есть 3 каких-то разновидности очков. Ну и никак они не описаны. Этой способности научит мисс Трон в мертвой объяснение. Это будут затраты или что? Непонятно еще. Ладно. Тогда погнали. Брум. Оп. That's incredible. Может, ее съедим? Fucking snow in Seattle. Sheesh. Или лучше не стоит есть простых людей? Блин, почему мне не рассказали правила? О! Вот кто хочет, чтобы его съели. Я при людях это сделала! Ай! Ой-ой-ой-ой, а что мне теперь делать? Чё, вертолет за мной выехал? Oh, what a party. I hope there were photos. Да я знаю, что кушать надо без свидетелей. Я что-то как-то, ну, не подумала. Беги. Можно откатиться до какой-то контрольной точки? Дизонорд начинается. Покушали, прям пир устроили, так сказать. He's given us a night. Let's use it and get back on my trail. You said he was your superior? He's chief kicker in of heads with the court, but Oops. he also keeps a foot in at the SPD. Between us, we keep a lid on О, any видите, breaches of какой-то the золотой masquerade. ходит. Полицейский. Good job with Benny back there, by the way. Matching his Как бы тебя macho. You заманить? show him your underbelly, he'll cut it out. А походу они как раз-таки подразделяются на вот эти вот 3 какие-то штуки. Хотя здесь золотого нету. Есть фиолетовый, красный, а вот золотого нету. Надеюсь, нам потом I пояснят, knew что это Benny значит. hated the Thin Bloods. Don't really know why he's hunting them tonight, though. Seattle Sun, выпуск 19, 1407. Зачем это писать? Преступники и сверхлюди уничтожают наш город. Город взволнован после многочисленных случаев насилия и вандализма со стороны уличных банд прошлой ночью. Несколько свидетелей сообщают, что преступники демонстрировали нечеловеческую силу и ловкость. Их там была целая компания, кричали как оглашенные и разносили все вокруг. Лично видел, как один из них просто с тротуара запрыгнул аж на крышу фургона, а через пару минут еще один тупо сорвал дверь водителя с петель. Утверждает владелец ночного алкогольного магазина Арман Руссо. Ну да, все мы поверим ему. Другие свидетели также сообщают о похожих случаях, в том числе о пятнах крови на снегу, которым городские службы почему-то убрали до приезда полиции. Ходят слухи, что администрация города пытается скрыть улики, однако эти утверждения совершенно безосновательны. Привет, домовой. Как дела? Так, Сиэтл.
Город в штате Вашингтон, США, расположен, основан в 1851 году и вскоре после этого заселен первыми сородичами. Камарилля правит Сиэтл уже много десятилетий. Сиэтл правит Камарилля как сородичами, так и смертными. Сиэтлский двор был основан более 100 лет назад и с самого начала строил связи с криминальным миром города. Как и в случае с большинством дворов Камарилли, в основном Сиэтл контролируется элитой клана Ветру, а представители других кланов выступают в качестве примогинов. Так что совершенно не важно, за кого вы голосуете, кто сейчас начальник полиции, кому вы отстегиваете за защиту за ниточки. Ой, боже мой, заколебалась. Ладно. Поскольку большая часть сородичей презирает слабокровок, естественно, те исповедуют философию анархов и пытаются разрушить отвергающее их общество канитов. Ладно, канитов каких? Ой, боже мой. Ой, привет, дамочка. Привет. Приветствую. Так, мысли вслух обо мне лучше никому не рассказывать. Поверь на слово, тебя перестанут уважать, если ты будешь вслух разговаривать с голосом. Эй, это мой участок, шагай отсюда. А, ты думаешь, я тебе мешать буду? Я конкуренция тебе? Ты что, офигела? Так, я пошла, до свидания. Осуждаем все. Все осуждаем, показано на экране. Да. О, наверх забраться. Ну, это... Ну, он явно ничего не заметит, я думаю, так что поползли наверх. Оп. Великолепно. Успешно тебя доделать, домовой. No one's gonna believe this. Когда ж я привыкну к этому? Когда я привыкну, что не стоит прыгать с крыш. Это, наверное, полиция так помечается, я поняла. Красные, получается. Иди своей дорогой, если не хочешь, чтобы тебе лицо подрихтовали. Ты сияешь, у тебя прекрасная душа. Это было... катись отсюда, вали, пока я не передумал. Кажется, его чуть-чуть очаровало. И что такое один? Я очаровала ее поцелуем, теперь она со мной. Да, я еще тот вампиренок беспалевный. Я просто пальцами тыкаю. Оп. Ням-ням. Оу. А это было мощно. А теперь тебя поцеловать надо.
Я самый беспалевный вампирёнок, конечно. Чмок. Так, у нас подсказка из чате. Сангвиники. Розовая аура и такой же маркер на карте. Если выпить кровь у помеченных таким маркером персонажа, можно получить 100 очков соответствующего типа. Холерики. Красная аура и такой же маркер на карте. Если выпить кровь у помеченного таким маркером персонажа, он станет агрессивным и нападет на главного героя. Меланхолики. Фиолетовая аура и такой же маркер. Если укусить помеченного таким маркером персонажа, он испугается и начнет убегать. Нужно преследовать его, пока человек не убежит в укромное место. Ага, то есть лучше пить сангвиники, розовая аура. Поняла, спасибо большое, Роман. Кому нужен стелс? Кому нужен стелс? Ну, это гули. Мы их должны были поломать, так сказать. Это не люди, это гули. Так, поднимите или вытяните оружие врага с помощью телекинеза, затем бросьте его в цель, нажав левую кнопку. Если это оружие дальнего боя, и в нем еще остались патроны, из него можно выстрелить в нападающих. Маскарад. Когда риска немедленной казни нет, сородич может совершить ошибки в соблюдении маскарада, но не слишком грубые. Индикатор видимости и шкала маскарада в верхней части экрана показывает, насколько хорошо кочевник следует правилам. Индикатор видимости, когда глаз открыт, смертный видит все действия кочевника. Шкала маскарада. Если вести себя как вампир на глазах у людей, шкала маскарада будет меняться и показывать, насколько близко нарушение. Желтый. Люди начинают что-то подозревать и проявляют повышенное внимание к сородичу. Действовать дальше рискованно. Красные. Люди увидели что-то непонятное и запаниковали. Смертные понимают, что среди них кто-то странный. Одни убегут, другие могут напасть. Умный сородич либо устранит причину нарушения, либо укроется в безопасное место до тех пор, пока слухи о нарушении не стихнут. Полная шкала. Если сородич, виновный в нарушении, не может скрыться или исправить последствия нарушения самостоятельно, разбираться будет двор. Наказание за серьезное нарушение – казнь. Нас бы казнили, чат. Совет. Когда сородич ищет безопасное место, его лучшие друзья – крыши. Учитывая погоду, вероятно того, что смертные заметят что-нибудь неположенное. Близок к нулю. Фух, готово. Всех надо пить. В смысле всех надо пить? Зачем всех? У меня во дворе все эти гули машины загадили, а бабки их еще хлебом кормят. У бабок же нету машин, поэтому они срут другим. Кровавый эликсир мгновенно восполняет пункты крови вампирских способностей. Угу. Хорошо. Ой, бутылочка. А, я могу ее просто оп, а потом оп. Хорошо, Геракл, потом посмотрю. Это гули. Это бар гулей. Блин! Черт побери! У меня нету почему-то. Сложно, сложно. Сейчас. Ой. Карате-вампир какой-то. Ага.
Oh, you want to join us so bad? Sit and wait for change? Be my guest. Might as well wait. Fucking candies. This is in gear now. О! Красота. Something spooked the more sensible anarchs. Не хватает, чтобы They ГГ usually кричал find fewer кия-кия. Anyhow, Как бы то ни было, недавно я с кем-то говорил, это точно. Понятия не имею с кем, но он дал мне зацепку. no clue who it was, but they set me on a trail. Here we are. Вот мы и на месте. Слушай, в твоем восприятии мой запах нравится мне больше обычного. Боже, старые канцелярские шкафы и капелька уголовщины. Такие деньги отворила... О, понятно. Будем читать? Надо рассказать тебе о местных фракциях. Об анархах и слабокровных мы уже говорили. По большей части их можно объединить. Еще в Сиэтле есть двор, но ты и без меня знаешь, как устроена Камарилья. Кто такие принцы, примагены и так далее. Еще у нас много гулей, всяких прихлебывателей. А в парке Шмидц, говорят, водятся оборотни. А? Оборотни? Привет, Серый. Оборотни. А вот можно куснуть вкусненько. Hey, Ой, no моя... oh, kiss me, sweet thing. Да отвали ты от меня! Маньячина, блин! Иди сюда! Иди за мной! Baby, don't be a prude. Да, иди сюда, иди сюда, иди. Давай. Сюда иди, за уголочек. Иди сюда. You know you want. Чмок. Да, на улице хорошая атмосфера НГ, надо было перед НГ выпускать игру. Это верно. 100 очков сангвиника. Ой, как хорошо. Так, ну тут людишки, значит. Может, ты уйдешь отсюда, женщина, побыстрее? Иди, может, ты меня не увидишь? Вот, меня, кстати, не... По идее. О, нет, увидела. Так, стоп. Чтоб прыгать, надо понять, есть ли тут кто. А то я это как бы знаю. Так, давайте я просто пройду по крышам. Голубей погоняю. Других немного, конечно. О, ёб твою медь! Я упала со второго этажа. Из окна просто выпала. Упс. Так, если у меня на загривке была шерсть, она бы сейчас поднялась выше шляпы. Хейр, здесь что-то есть. Словно пара ножей, готовых пронзить. О чем ты? Я, если честно, не знаю. А у нас что, хоррор начался? Сейчас скримик вылетит. А явно будет еще скример. 100% чат. Пас лайкосик за это. О нет, это плохо.
Это плохо. Что? О, кто-то вылез из склепа, получается. Вот. Кто-то проснулся и очень голоден. Какая-то женщина ненормальная. Мы, что ли? Мы его съели? Что? Оу. Да, мы оба это видели. Кажется, нам есть что обсудить. Твой труп стал для меня неприятной находкой. Как и осознание, что моя вина это. Это ничего не изменит, но мне жаль. Спасибо. Я тебе верю. Я тебя прощаю. Такой уж он торпор. Из ящика вырвался не сородич, а зверь. Я сушил первого, кто попался на глаза. А, это не мы сделали. Это мы раскрыли дело о моем пропавшем теле и попадании в твою голову. Диаблери. Когда один сородич досуха выпивает всю Виту другого, это забирает его силу. Да, но то, что случилось здесь, выходит за обычные рамки. Диаблери — это поглощение силы, безусловно. Но сознание — это невозможно. Почему ты все еще здесь? Ну, что есть, то есть. Есть предположение? Все это проклятая метка. Она тебя удерживает. Да, все сходится. Хотя я не представляю, зачем кому-то вселять Малка в древнее тело. Так или иначе, у нас на руках новое дело. Почему я все еще здесь? А также, кто привез сюда мое тело? Что от меня хотели? Ответы придется поискать в городе. Пора получить разрешение по нему передвигаться. Точно, у местного принца. Принца Камбелла. Да, но там что-то... Не знаю, но... Не надо. К нему сейчас не надо. Прости, память подводит, но я точно знаю, что идти к нему сейчас не стоит. При дворе что-то неладно? Принцу нельзя доверять? Прости, не помню. Я только знаю, что сейчас к нему лучше не нужно. Нужно придумать что-то... О, точно! Лугрим. Лугрим. Кто это? Предыдущий принц Сиэтла. В некотором роде. Она много лет назад ушла в тень. Отреклась от титула. Передала власть Камбеллу. Согласен, это необычно. Но мимо ее в Сиэтле муха не пролетит. Если добьешься ее благосклонности, бояться больше нечего. Ну, какое-то время. Отрекшись от престола принц? Исключительное явление. И где ее искать? Отель «Ледник». Пафосный такой, но потрепанный. На фасаде гигантская вывеска. С улицы не пропустишь при всем желании. Это в парке кварталов к северу от убежища Дейла. Ну, кстати, вот по скриншотам мне очень сильно напомнило Киберпанк. Диаблери. Это запретный акт полного иссушения другого вампира, безграничное святотатство, лишающее другого его сущности и сил. Он осуждается сообществом сородичей. Вампиры взрослеют не так, как смертные. Со времен их тела не становятся слабее. Наоборот, их кровь крепчет. Они открывают в себе могущественные сверхъестественные способности и в целом становятся сильнее. Обычного вампира, только что прошедшего становления, называют птенцом, и в мире его поджидает множество опасностей. Мало кто выживает в первый год после становления, а тех, кто прожил хотя бы лет 10, можно пересчитать по пальцам. В городе размером Сиэтл наберется всего дюжина сородичей возрастом несколько десятилетий, и лишь нескольким удалось переступить столетний порог, как мы. Старейшинами называют сородичей, проживших более 300 лет. Кочевник не меньше 300 лет. Его заслуженно называют старейшиной. А, так мы еще старейшина. Так мы это... Батя из батей?
Клан Теодор. Теодоры тянутся к искусству и красоте, вечно пытаясь пробудить свои окаменевшие сердца. Они обладают сверхъестественной грацией, обаянием и постоянно ищут новые ощущения, оставляя за собой след из отвергнутых любовников и жертв. Несмотря на свою репутацию развратников, члены клана Тореадор не только чувственны, но и смертельно опасны. От их чарующего взгляда пал не один принц. Они даруют становление только тем, кого считают достойными занять место в своих рядах, если, конечно, не действуют в спешке или порыве страсти. Благодаря своей линии крови они быстро думают и принимают решения. Она же позволяет им сделать первый шаг, так, что враг не успеет даже отреагировать. Они умеют очаровывать и соблазнять своих жертв и врагов, лишая их способности разглядеть смертельную опасность у себя под носом. Пока хватит. То еще откинусь. Так, куда мне дальше? Встретиться с Лу Грэм в отеле «Ледник». Окей. На завод отправлять? Зачем? Там же поймут, что он не стареет. Это с завода на завод тогда. Полагаю, у тебя полно вопросов. Кроме Фабиан, зачем ты открыл ящик? На это я ответить не могу. Новое дело, почему ты повел себя как дурак, Фабиан? Просто из любопытства? Это, конечно, не порок, но частая причина смерти. Мне хотя бы удалось выжить, ну почти. Вам помочь? Кто уходит с поста принца и передает власть другому? Не стану врать, у меня ни одной мысли, почему он так поступила. С того времени прошло уже много 140 лет. Ах, господи, не мешай мне, пожалуйста, я охочусь. Я помню, что за ней надо бежать, иначе она меня спалит. Она была какая-то фиолетовая, я хочу ее схватить. Я хочу ее схватить. Во, отлично, беги сюда, беги, беги. Здесь, блин, слишком много людей. О, нет, нет. О, все, меня раскрыли. Ладно, по идее должно сейчас здесь все спасть. Значит, развратная вампирка Мелия. Как говорится, а минусы будут. А мы о них не расскажем. Привет, Владимир. Не знаю, я сегодня его не открывала. Вчера работал. Ой, простите. О, все нормально. Так, мне дали очки. Смотрю, какие. Я все прочла, твою ж налево, но мы на самом деле это не прочли же. Ой, придется читать. Будем читать. Клан Тремер. Когда-то клан Тремер был группой смертных эзотериков, пытающихся достичь бессмертия. Их называли по имени мага, который жил в 8 веке и частично добился успеха в своем начинании. Тысячи смертных сородичей пали жертвами его попыток создать эликсир вечной жизни. В погоне за знаниями и властью он узнал о проклятии вампиризма и открыл себя и своих последователей для вечной после жизни и вечного голода. Тремеры – могущественные вампиры, но им редко доверяют. Они часто работают на Камарилью и поддерживают своими силами двор. Тремеры редко оказываются во главе каких-то либо территорий и занимают меньше главенствующих постов, чем даже Носферату. Несмотря на ценные навыки, мало кто хочет видеть их у власти. Члены клана Тремер способны подчинять своей воле саму Вите и использовать ее в качестве оружия. Вот, очки, кстати, появились. Отлично, не знаю, зачем они нужны, но интересненько. Так, там есть еще один. А чё? Привет.
Мне казалось, ты не придешь. Давай где-нибудь уединимся. Пошли. Так, тут людей много. У меня хорошее отопление? У меня отличное отопление. Сейчас тебе покажу, какое у меня отопление. Пошли. Два дня нифига не паш. Но вчера у меня все работало. Так, вроде никто не видит. В этом приложении... Очень давно я в этом приложении, слушай. Давай расскажу поподробнее тебе. Плюс 100 очков сангвиника. Прекрасно. Великолепно. Только еще непонятно, зачем нам это зарабатывать. Может, кто-то узнает? А, тихо. Прыгать не надо. Хотела сейчас двойной прыжок сделать. Да что ж ты, у меня вырывается моя натура вампирская. Ой. Как бы меня быстро уже в жизни раскрыли. Там был какой-то барчик, я слышала, или клуб. Идти. Там еще кто-то? Там еще можно кем-то полакомиться? Hey, there's no INT. О, боже мой! Venus. Простите, дверь ушиблась. Да, иди. Ты же был этим. Да, иди. Куда иди? Иди сюда. Just like Christmas, I'm coming Да-да, early сейчас this year. покажу тебе чудеса рождественские. У меня такие татухи, как будто вообще никто не замечает их. Прекрасно. А мне никто не спалит, что я так просто ношусь? Ну, погнали. Хватит. Хватит пить. И целовать всех. Пора заняться делом. Что-то мы отошли от дела просто. О, прям жизненно. Раньше двор Кальмари заседал в отеле «Ледник». Теперь у монолит из стекла и стали посреди города. У них монолит. Ой. Ой. Не успеваю. Как и следовало ожидать, Лу сидит у себя в пентхаусе. Лифт в дальней части, я с ним не ладил. Угу. С лифтом или с Лу Грэмом? С кем не ладил, непонятно. Так. Тут все адекватные. Жаль. Не, ну, по факту графон ужасный. Смотрите на это. У нас давно такого не было. Ну, типа, со стороны, издалека отлично. Но вот если подходишь, как бы, ужасно все. Ну, оптимизация подхрамывает, конечно. Так, мне куда зайти? Мне же надо это... Лифт? А, он убежит от меня, лучше его не трогать. Так, лифт не рабочий. Ладно, пошлите к другому. Приятного аппетита, Евгений. А, вот он ли. Нажать. Так, мы пойдем в номер Лу? Верно, верно. Уверен, ты с ней поладишь. Скорее, просто веди себя спокойно. Она тебя не съест. А вдруг я ее?
Фабиан, мальчик мой, наконец-то. Я знал, что ты не подведешь. Готов? Well, I guess Ну, наверное, знать бы еще, что там будет. knew what this is. Боишься, дитя мое? Нет, просто... Ты спокойно, не переживай, они тебя не съедят. По крайней мере, не целиком. Ничего себе. Ого. Детективчик, неужели? Надеюсь, ты его отмыл? Это Флетчер, не слушай, соберись. Слева Розалинда, справа Лу. Здравствуй, Гидеон Холл. И кого же ты к нам привел? Это мое новое дитя, мисс Эмерсон, как и было оговорено. Понятно. И что ты можешь о себе сказать? Будь снисходительная, сестра. Он впервые видит тебя во всем блеске. Здравствуй, Фабиан. Твоего сира здесь очень уважают. Меня зовут Лу Грэм. А теперь скажи, кто ты? Твое имя мы знаем, но что ты дашь нашему двору? Аккуратно. Если так уж надо выбрать термин, я... Что? Самое интересное пропустили. Фабиан, ты здесь? Мне явилось тоже видение. Видение или видение. Но сейчас мы здесь. What's that smell? Тут запах. Свежая кровь. Кровь сородича. Оу. Оу. Тут явно, смотрите, всего лишь-то поднялись на 7-й этаж или какой-то... на этаж пентхауса. Понятно. И тут уже как бы вон, видите, что творится. Раскрываешься как вампир. Правда, что ли? Надо аккуратней. Отнеси. Раскроет. Я не понимал, как сильно все изменилось. Так. Это мы читали, кстати. Это мы читали. Анархи. Анархи — это вампиры, отринувшие власть и традиции Камарилли. Большинство поддерживает маскарад как нечто необходимое для выживания вампиров, но сопротивляется с установленным порядком в обществе сородичей. Особенно их возмущает привилегированное положение старейшин. Многие группы анархов терпимо относятся к слабокровным и упрекают Камариллию за их угнетение. Пока хватит. Столько всего обратилось в пыль. Тела, Фаир. Что происходит? Меня спрашиваешь? Нет, вообще новенькая. Хоть и мне больше 300 лет. Привет, Гордей. Добро пожаловать, приятного просмотра. Как дела, чат? Рассказывайте. Кто играл в эту игру? Какую часть? Выбирайте с умом. Как говорится. Судя по запаху, ты не из числа моих непрошенных кавалеров. Нет, я с ними. Да, тут что-то другое. Ого. Что ж, в моем городе редко появляются новые лица. Расскажи о себе и посмотрим, сможем ли мы подружиться. Так что же, или ты предпочитаешь сперва помыться? От тебя дурно пахнет. Помни, с кем разговариваешь. А кто она вообще, кроме Лу? Лу чего там?
Меня называют кочевником. Сразу себя выдать. Мне хотелось бы полоснуться, если вы предлагаете. Смешно. Разумеется, я не пущу в свою ванну непонятно кого. Доброго друга могла бы, но... Ты мне пока не друг. Пока что. Ты здесь никто, верно? Я только что из столетнего торпора. Я из другого времени. Здесь для меня все ново. Надо было остаться в бурных 20-х. Счастливые времена. Ну-ка, ну-ка. Столетнее отсутствие. Вид как-то... как у героя легенд. О, невероятно. Только прихотливо раскладываются карты. Спустя 100 лет отсутствия кочевник приходит в мои покои. Но ты... никогда не любила маски. Нахожу их проявлением неучтивости. Но твои интриги... какая честь. Вы мне льстите. Я никому не льщу. Скажи мне, многоликий кочевник, как ты предпочитаешь представляться? Фаир. Что ж, несказанно рада знакомству, Фаир. Принц тоже будет счастлив. Интересный персонаж. И времена сейчас интересные. Прихотливо? Или прихотливо? Первый Bloodlines играл очень давно, но не проходил. Ну и как там отличалась игра от этой, например? Сюжетно, геймплейно. Спасибо, Романчик. Лайкосик. Я попрошу вас порекомендовать меня принцу Кэмпбеллу. А вот почему ты здесь. Не из почтения к бывшей правительнице города, но ради собственных интересов. Блин. Что ж, не сомневаюсь, мы сможем договориться. Тем более в такие времена. Сиэтл за какие-то 2 ночи превратился в ад. Бедного Кэмпбелла постигла ужасная судьба, а вчерашнее безрассудное убийство... И теперь анархи донимают меня в своем собственном домене. Неожиданный переход власти — это всегда такая неразбериха. Однако не сомневаюсь, что новый принц быстро наведет порядок. Ужасная судьба. Что случилось с Кэмпбеллом? Какое у тебя лицо? Не поделишься мыслями? Вчера были какие-то убийства? Да, видела кого-то в белом одеянии с пятнами крови. Следы крови Диор знает, чего еще протянули через весь город. Всякое отребье считает, что кризис — это повод что-нибудь из себя изобразить. Дай этим чудовищам волю, и маскарад истрепляется, как корсаж. Оу. Но мы поймем преступника. Наша придворная крыса свое дело знает. А может, шериф и без него успеет провести экстренную лоботомию? То есть маскарад устоял? Кто знает про эти убийства смертные? Наше блудное дитя обсуждает и по телевизору, и в социальных сетях. Смертные даже хэштег придумали «Вампир Банди». Разумеется, никто не воспринимает ситуацию всерьез. Не устаю поражаться, что теперь можно списать на психические болезни, но все же... Осторожность лишней не бывает. С очередным обескровленным телом кого-нибудь может и щелкнуть в голове. Виновный сородич будет наказан. В этом я тебя уверяю. Кэмпбелл уже не принц? А что с ним случилось?
2 ночи назад мое бедное дитя обнаружили рядом с Увертуэр без важнейшей детали туалета. Без головы. What? Что? Ну как? Кто? К счастью, у меня была замена. Мое второе дитя, Рён Чой. Теперь городом правит она. Под моим чутким руководством. Уже известно, кто убил Кэмпбелла? Ответ прямо перед тобой. Глядит мертвыми глазами. Из моего камина. Сперва Кэмпбелл, а теперь я. Эти проклятые социалисты совсем забыли страх. The anarchs destroyed Кэмпбелл убил ли анархии? Маловероятно. Мне неизвестно, как им удалось накопить такую силу под носом моего дитя, но я собираюсь это выяснить. Новый принц, ваше дитя Рён, расскажите о ней. Юна, особенно по нашим меркам, но умна, осторожна, решительно, а это важнейшее качество для принца. У нее лишь один недостаток. Она безнадежна, современна. Она, как вся молодежь, очень много хочет. Кэмпбелл взялся за небольшие реформы. И к чему это привело? Вы не могли бы порекомендовать мне принцу Рён? Боюсь, она очень занята подавлением восстания. Впрочем, лишняя пара клыков ей не помешает. Я даю тебе разрешение на визит. И попрошу тебя передать Рён, что мне нужна новая, более надежная охрана. Кто-нибудь с хорошим чутьем, способный удовлетворить мои запросы. Что ж, если ты хочешь обсудить что-то еще... Какие кланы называют Сиэтл своим домом? Кроме Вентру, Тореадоры, неприличное количество Носферату и Бруха. Последних хотелось бы поменьше. Раньше было больше Малковиан, но в последнее время я их так и не терплю. Туда Тримеров — это только София и Торн. Часовни в Сиэтле нет. Если честно, это и хорошо. Время от времени появляются и другие. Приходят и уходят. Мне интересно послушать о вас, Лугре. Я была принцем и в жизни, и в смерти. Кто я такая? Без меня Сиэтла просто нет. Если хочешь узнать побольше, сходи в музей катакомб Сиэтла. Кажется, у них есть ночные экскурсии, но, конечно же, смертным не составит полную картину. Отрастить пару талантов, как у Лу, нашей герой не может? Ну, вообще может, но, видимо, пока игра нам такой не даст сделать. Может, в будущем. Каков политический расклад в Сиэтле? Конечно же, в городе правит Камарилья, но не только, как я с прискорбием обнаружила. Я советовала Кэмпбеллу не заключать сделок с анархами, но он, очевидно, не послушал. Они ведь почти слабокровные. А это даже хуже Тремеров. Хорошо, хоть Кэмпбелл приказал заклеймить эти отбросы по моему совету. Приличные сородичи имеют право знать, с кем ведут дела. Не правда ли? Почему принц Сиэтла не вы, а ваше дитя? Файр, я сама так захотела. Здесь все происходит по моей воле. Не забывай об этом. Я отреклась от титула, но отказаться от власти ни за что. Блин. А как мне с ней на хорошие отношения выйти? Да что ж такое, вопрос нельзя задавать. Кажется, у вас была сестра, и вы правили городом вместе. Мне льстит глубина твоих познаний. Да, была. Очень давно. Бедная Розалинда. Как же летит время, да. Что бы вы сказали о Сиэтле в целом? О,
Ой, замечательный город. Здесь живут лучшие умы артисты Америки. И лучшие музыканты. Пусть даже последние десятилетия выдались бледными. А какие у нас леса и горы. Волков в них нет никаких. Можешь не благодарить. Не думаю, что ей стоит это задавать. Пожалуй, мне пора. Можешь идти и не забудь принять ванну. Ваше знакомство не задалось, могу это понять, но она из тех, с кем нужно обходиться очень осторожно. Значит, идем к Рён Чой, нынешнему принцу. Тут такое дело. Предполагаю, что ее можно найти в кабинете Кэмпбелла. А спрашивать, испортить с ней вообще отношения? Не хочется. Я пропустил всего лишь день или два, а мир уже перевернулся. Мы так почему-то с ней испортили отношения. Хотя я ничего прям такого, страшного не задавала. Как так мы с ней испортили отношения? Вроде я все аккуратно спрашивала, не оскорбляла ее. Ей даже сначала понравилось. Типа я выше нее по статусу. Это кто там такая стоит? Что-то здесь не так. Вампир. Что за чудо? Вблизи ты просто пальчики оближешь. Не удивляйся, огонечек. Мне всегда нужно присмотреться к натуре. Изабелла Мур. Я художница. Приятно познакомиться. Я уважаю искусство и творцов. Заходи ко мне в атриум. Люд считает его ночным клубом, но это лишь одна его сторона. И у меня в планах кое-что особенное. Такое, от чего смертные забывают дышать. Все может быть. Кто-то и заговорилась. Ты все-таки здесь ради Лу Грэм. Сколько уже лет? 10 она из пентхауса не выходила. Как дела у бывшего принца? Кажется, все хорошо. Водка. Что ж, не буду тебя задерживать. Но приглашение принято. Я подумаю, может мне случится оказаться неподалеку. Несомненно, искусство всегда возьмет свое. Вопрос лишь, что ему отдать. До встречи, огонечек. Ой, видела там, пояснение. Та часть была ПГ. Да, здесь вроде бы, знаешь, и добавился открытый мир. Там, я так понимаю, такого не было. Но в начале игры, с самого начала, мы заметили, что здесь у нас... Поэтому не знаю, как тут будет все работать. Так. О, у нас с вами очки прибавились, 2 очка. Можем прокачаться. Так, можем мгновение ока прокачать. Вы выполняете рывок и мгновенно оказываетесь в выбранном месте. О, как Dishonored перемещение. Прекрасно. Либо прокачивать поцелуй. Прокачивать поцелуй. Вы силой разума приказываете смертному убить себя? Выпускаете тонкую нить. Тень по земле. Пораженным резни способен. Блин. Вы выбираете несколько целей и обрушиваете на них неостановимый шквал ударов, последний из которых наносит увеличенный урон. Затраты ОС родством кланом.
Непонятно. Давайте просто рывок прокачаю. Новый костюм получу на отлично. Просто будет рывочек какой-то. Окей. О! Ля красота! А можно как-то поприличней? Чуть-чуть поприличнее можно? Ну ладно. Ну, пойдем в Уивер Туэйр. Господи, воистину. Можно как-то... Должно быть, она видит в тебе инструмент или такую же творческую натуру. Меня она в основном игнорирует, за что я ей благодарен. Прикольно. Так, там какой-то красненький, его лучше не трогать, насколько я помню. Несомненно, интересует тебя двор. Ирион Чой, наш новый принц, судя по всему. Ум у нее острый, но справедливый. Но кто знает, власть меняет людей. Так, а еще ты встретишься с Толи. Экстравагантное чудило. Ты уже знаешь Бенни и Изабеллу. Кнут и пряник двора соответственно. И это внутренний круг Сиэтла? Сложно сказать, учитывая судьбу Кэмпбелла. В Сиэтле полно сородичей, но кто поднимается наверх? Может, хватит уже, блин. В открытый мир в прошлой части был, причем нормальный с доп-квестами. Но пока мы не видим доп-квестов вроде как. Я так понимаю, вот это помечаются люди. Вот. Это все люди. Нам пока основное задание сюда. Ну, может, потом будет, конечно. Надо будет перерывчик сделать, у меня вода закончится. Иначе засохну уже я. Вампир засохнет, это будет кошмар. Интересно у них наряды. Вот она, Уивер Туэйр. Я помню еще в другой части, первой, где там что-то про лебедей в названии было. Там тоже очень много было диалогов и решений, которые нужно было принимать. И от этого тоже исходил весь сюжет и отношения с персонажами. Прям очень сильно. Здесь хотя вроде поменьше, что ли. Слушайте, а там такая же штука была, по-моему. Еще и анархия, кажется, слегка расстроена. Держу пари, они тут не буду дружить. Дружбу водить, да? Думаешь? Жаль, что нельзя из-за угла вылазить. Супер вампир. Просто великолепный вампир. Из меня просто превосходный вампир. Все, я сделал идеально. Проклятие, лифты всю жизнь мне отравляли. Надеюсь, ты в хорошей форме. Нам надо подняться на 21-й. Пешком? Я тут подумал, анархии здесь, анархии в леднике? Думаешь, это те же анархии, что напали на Лугрим?
See, Видишь ли, anarchs aren't анархия organized. неорганизованные Even ребята. one Если group даже gets одна round to компашка trying решит something, зашевелиться, that is это уже не к добру. not good news. Где лестница? А где лестница? А лестница где? Мне ж надо на 21 этаж. Ах. Я вас поняла. А, хорошо, я вас тогда не поняла. А куда мне на 21 этаж залазить? Интересно. Сказали идти, но не сказали куда. Ну хоть бы сказали куда. Хоть бы сказали, куда послали. Что происходит? Так, как думаете? Даже стекло не могу разбить, я в шоке. Что вообще такое? Да, вроде тоже никуда не подняться. Что с этой штукой делать? А, телекинез же у меня есть. Дошло. Класс. Ну, извините, что долго доходит. Я начинающий вампир, понимаете? Начинающий. Get out of here, you stupid county fuck! Sorry, cutie pie. You're not on the guest list. What did I tell you? Я Colorful. говорил. Самая экстравагантность. Это тут Носферату, The то very ли? same. Именно так. Oh, don't get me wrong. I'm flattered. I mean, geez, I don't think I've been this wanted since 1982. Jimmy, darling, of the Mustang. Тарам-пам-пам-пам-пам-парам. Короче, это у меня все сломалось. Это прям Артём тайминг. Ну, я просто игру скрыла и, короче, ОБС легла. Она с ума сошла. Блин. Обидно. Вы, кстати, набрали 33 лайкочка, нифига себе. Спасибо огромное. Ну, блин, все сломала. Спасибо огромное, Артём. Спасибо. Потому что надо было все сломать. Да, сейчас поедем обратно в игру. Она тоже зависла. Сейчас, думаю, тогда народ обратно потянется. Ну, я надеюсь. Я как раз отойду. Там еще игра запустится. Сейчас включу. Ужасная ситуация, конечно же, максимально неприятная. Ну ладно. Угу. И мы все еще в этой вентиляции. Это капец, чат. Я снова игру скрыла, чтобы вам показать ее захватить. И она легла. Вместе с УБС-кой. Жесть.
Все упал. Да, я тут. Возможно, надо убрать как раз-таки полноэкранный режим в игре. Оно, походу, ломается. Да. Сейчас чатик запущу, подождите. Вода закончилась. Так. Сворачивай. А как мне вам ее даже показать, слушай? Так, графон. Ну, пока все нормально. Все. Так, сейчас, вы пока подтягиваетесь, чатика, я сейчас приду. Чат, я тут. Я тут, чатик. Все. Продолжаем. Надо пока подключить. Забыла. Так, чатик, мы с вами продолжаем. Зовите народ. Зовите друзей обратно. Мы продолжаем. Так, сейчас еще ВК подключу. Сразу. Все. Погнали. Чай налили.
Так, еще раз проиграю, Артемка. Там явно ничего не было потом видно, слышно. Ням-ням, вампиренок Мили. Спасибо большое, Артемка. Спасибо, мы тут кушаем очень вкусно. Так что погнали дальше кушать. Спасибо. Вампиренок Мили доволен. Все, ребята, возвращайтесь все обратно. Стримчик продолжается. Get out of here, you stupid county fuck! Sorry, cutie pie. You're not on the guest list. What did I tell you? Colorful. That is the Nosferatu, Tolly. The very same. Oh, don't get me wrong. I'm flattered. Так, вот эти субтитры давайте вы будете Jeez, I сами don't think читать, I've been this wanted since, чтобы я не откинулась. 1982? Jimmy Darling and the Mustang? Oh, take me back. But between you and me, I don't think you're really my type. I mean, you're no Jimmy, no offense. Maybe don't mention Давай не a будем little говорить team. про нашу маленькую команду, Okay, ладно? okay, fine, I'll say it. It's the fit. Just really not working for me. It's giving art school, but like, it's giving dropout, you know? And I gotta say, you're a little needy. Come out and get shit! Fuck this! Damn it! Over here! Remember, therapy is for everyone. As long as you have insurance. Give up that! Well, I suppose that's taking the wrong side, huh? You can't say a good word up top. Ау! Класс. Блин. А чё так жестко? А прямо из вентиляции. Это вентиляция какая-то уже погибели просто. И стрима, и нас, походу. Get out of here, you stupid county fuck! Sorry, cutie pie. You're not on the guest list. What did I tell you? Colorful. That is the Nosferatu, Tolly. The very same. Oh, don't get me wrong. I'm flattered. I mean, geez, I don't think I've been this wanted since 1982. Jimmy Darling and the Mustang. Oh, take me back. But between you and me, I don't think. Fuck. They're dead. Hello? Yes. Hey! Stop it! Hit the cabin! Сама себя, что ли? О, вкусненько. Я выпью из себя всю дурь. Оу, ну не настолько, конечно. На в тебе чашечку. А почему я не могу у него оружие забрать? Как и что? You need to feed. Я тобой попитаюсь сразу. А, я им попиталась? Получается. И дальше бью. Нормально? Какой ты жирный. Другими словами. Да еще раз с тобой попитаюсь. Возможно, Артем, возможно. Надо проверить. Come on over, let's have a talk. У нас такой фигни нет, не пролезешь. У нас есть вентиляция?
Да, такие вот дела. Это что за горбатый? Неплохо, я смотрю, кулаками ты махать умеешь, а? У меня многовековый опыт. Все это говорят, но тебе почему-то веришь. Меня зовут Майкл Толивер. Лучше просто Толи. А я у нас в Камарилле ответственный за развлекаловку. Можешь звать меня Фейер. Могу. Я так понимаю, ты к ее величеству, высочеству. Представиться, все как положено, да? Спасибо, пап Геймер, привет. И как тебя, ниндзя Гайден? Ага. Да, что мне нужно знать перед разговором с принцем Рион? Тебе в курс дела еще не вели, да? С момента смерти Кэмпбелла у нас тут форменный кошмар. Яйцу бывшего принца отрядясь не было, но оставаться вообще без него на Новый год не планировал. Короче, у Рион там наверху пара анархистских шестерок. Надо же понять, зачем, когда и как они угандушили принца. Если это были они, весело, короче. Что происходит? Все ли война между анархами и Камариллей? Я бы сейчас такими словами не разбрасывался. Просто эти сволочи застали нас врасплох, и мы не успели натянуть штаны. Все из-за того козла Бенни, наш шериф, Малдун, просто взял и свалил, куда глаза глядят. Кинул нас. Малдун? Бенни Малдун. Ага, у него не было нашего лапочки настроения защищать нового принца. Без него с охраной быстро разделались. Ого, не было у нашего лапочки настроения защищать нового принца. Без него с охраной быстро разделались. Как я устала. Почему он сбежал? Будем называть вещи своими именами. Он хотел устроить геноцид слабокровок. Ладно, надо сохранить позитивный настрой. Засунем в жопу Бенни его звезду. Если честно, он давно это заслужил. Зато ты пойдешь знакомиться с принцем. А, кстати, лифты так и не работают, так что придется и дальше своим ходом. Кстати, ты же мимо умняшки будешь проходить. Вот она удивится. Умняшка? Передай ей, что с незваными гостями проблема решена. Надо мыслить позитивно. Если что, я тебе должен. Покедова. А мы не договорились. Ау! Горбатый ушел. Мясо, как и прошлые части, я бы сказала, не мясо. Оле надо привыкнуть, мы друг друга немного бесили. Он уж не так отличается от остальных крыс. Пардон, Носферату. Не, по внешности. Важно, что внутри. А, вот проход. Не заметила. Как по мне, там одна горелка. В этом Гайдене. Ну, дай, все встать. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, я родился! Какой страшный Санта. Смартфон, на котором ощущается запах множества рук, как будто им пользуется целая группа людей. На корпусе есть небольшая вмятина. Он не ловит сигналы, и в записной книжке не сохранено ни одного номера, но зато на нем установлена игра-змейка с рекордным результатом в 552 очка. Воспоминания Фабиана. Фабиан вспомнил кое-что из своего прошлого, а его воспоминания удалось увидеть и кочевнику. Фабиан понял, что это он открыл ящик с кочевником в Торпоре. А, все же он мой ящик открыл. Зверский голод заставил старейшину совершить диаблери, то есть выпить Фиабана досуха. Фабиан вспомнил, как сир Гидеон впервые взял его ко двору Сиэтла и представил двум принцам, Лу Грэм и Розалинде Эмерсон. Почему Фабиан постоянно вспоминает старые дела? Все же мы его убили.
Клан Носферату. Большая часть вампиров презирает клан Носферату. Становление уродует их тела, а потому их проклятие видно невооруженным глазом. Однако Носферату умеют быть полезными. Они мастера шпионажа и хранители тайн. Чтобы обезопасить себя, многие из них также прибегают к шантажу. Мало кто из сородичей рискнет довериться крысам. Крысам, все же их называют крысами. Становление их не просто дарует Носферату после жизни. Оно калечит и ломает тело нового вампира. Их облик вызывает одновременно ужас и жалость. А некоторые настолько изуродованы, что сами по себе представляют угрозу маскараду. Из-за этого Носфераты часто держатся вместе в потаенных логовах, что делает их одним из наиболее сплоченных кланов. Клан Скрытых хорошо известен своей способностью к маскировке. Они способны передвигаться незаметно и могут подчинять своей воле животных. У них репутация увертливых шпионов, но они отлично сражаются и способны легко расправиться как со смертными, так и с сородичами. Ой, господи. Ой, ну извините, я уже не могу. Дайте полчаса передышки без разговоров. Вот так головоломка. Какая головоломка? Ты о чем? Есть головоломка? Прости, но не могу не высказать свое мнение. Твой клан уже давно стал своим в Камарилле. Твое общение с бывшим принцем мою мысль только подтверждает. Так что с лососем тебя не сравнить. Ты плывешь по течению. Давай лучше потом. Просто имей в виду, тебе ведь с принцем общаться. Причем здесь лосось? Что вообще происходит? Меня сравнили с лососем. Поверить не могу! Меня с лососем сравнили. С каких пор можно меня сравнивать с лососем? Ну ладно. Лосось хоть получше всякой мелкой букашки. Это лососик. Я лох! Глупый очень! Упаду. Простите, чат, если я оглушила. Оп. Шик, блеск, красота, правда? Что-то мне подсказывает, что в твои времена наука была другой. В твои времена наука была другой. Этой борьбы голова отдельно от тела, но не отрублена. Ее оторвали. Эй, кто здесь? Назад не подходи. Я не хочу драться, но... Я... Та самая умняшка, про которую говорил Толи. София. Помягче с ней. София? Толи просил передать, что с незваными гостями покончено. Толи просил передать. Это может сказать кто угодно, только... Чем ты докажешь, что ты за нас? Что выбрать, чат? Вот это или это? Второе или третье? Посмотри на себя, дрожишь как зайчонок. Какая прелесть. Я даже не знаю, как тебя зовут. Меня зовут Фаир. Лу Грэм благословила меня на встречу с принцем Сиэтла, Рён Чой. Лу? Я... Понятно. Если ты от нее... Спасибо. Только стой. Ты... Не верю. Разве это... Прости, но ты кочевник? Да, слухи не уже поползли.
Откуда тебе это известно? Я столько читала про кочевников. Про тебя. Про тебя столько историй. Ты совсем как в книгах. Прости, какая невежливость. Меня зовут София. Улусой. Я исследую нашу историю. Ты не против как-нибудь пообщаться? Конечно, не сейчас. Я не смею тебя отвлекать. Прости меня. Хватит соблазнять. Возможно, позже. Спасибо, спасибо. Прости, пожалуйста. За бестактность и вообще, я просто... Двери открыты. Кабинет принца напротив лифтов. Не буду тебя задерживать. Хотя хочется. Пожалуйста, приходи еще. Я буду счастлива. Писается. Сейчас бы ее скушать. Ням-ням-ням-ням. Идем дальше. Тебе нужно встретиться с новым принцем. Небрежная запись. Заметки в блокноте, возможно, часть более крупного научного исследования. Сразу после введения вещества подопытный проявляет повышенную устойчивость к физическим повреждениям. Открытый разрез вдоль малоберцовой артерии привел к потере всего 4,5 мл крови. Требуется дальнейший анализ, но результаты уже выглядят многообещающе. София тут давно и всегда мне улыбалась. Рад, что вы поладили. Куда идти, чат? Тут-то я немного не... Она вроде говорила налево, что-то дверь где-то, да? Или мне показалось? Так налево же где-то дверь была. Да, это София лает. Да иди! Кажется, мы застряли. Я абсолютно не понимаю, куда идти. Ладно, тебе нужно разрешение принца, и нам нужны ответы. Умоляю, я все расскажу. Но не рассказываешь. Начнем сначала. Кто дал приказ убить Кэмпбелла?
Как вы справились с охраной? Я не знаю, я ничего не знаю. Правда не знаешь? Да? Очень жаль, смотри мне в глаза. Смотри. Все без толку. Новые знакомства. И не какие-нибудь там. Тебе что-то есть. Ты как будто... Кто ты? Я гость и прошу аудиенцию у принца Сетла. Зовите меня Фаир. Вот как. Приятно познакомиться, Фаир. Добро пожаловать в Сиэтл. Но, боюсь, мы в непростом положении. София, ты что-то узнала? Кто убил Кэмпбелла? Данных недостаточно. Пока. Кто-то явно хотел подставить анархов, но... Подставить анархов? Прошу прощения, просто... Кочевник. Принц, осадите ее. Просто, Фаир, с вашего позволения. Ой. Не нужно, зови меня просто Фаир. Фаир. Так вот, что осталось между строк. Я предполагала. И не пытайся выдать скрытность за скромность. О тебе ходят легенды. Чему же или кому мы обязаны такой честью? Лу, мой принц. Понятно. Что вы обсуждали? Она просила выделить ей охрану получше. Враги добрались и до нее. Вот как. Еще одно осложнение. Но не думаю, что она подверглась опасности. Бывший принц не должен испытать неудобства. Итак, ты просишь разрешения перемещаться? Так, чат. Я уже сбилась с момента. Надеюсь, ничего не сломается. Вроде не сломалось, отлично. И искать ответы на свои вопросы. Я бодрствую совсем недолго, и кто-то поставил мне на руку метку. Возможно, вы что-то не знаете? Вот как. Что ж, боюсь, что-то не вовремя. Вы бы мне очень выручили. Не сомневаюсь, однако, к сожалению, нам необходимо кое-что обсудить. Напомнишь нам вчерашние события, Толи? С удовольствием. Он такой. В городе видели неизвестного в пятнах крови. Черные волосы, белая кожа. Трупы в заброшенном здании. Вызов полиции, подозрительная кровопотеря. Да еще и прикид, как из бабушкиного шкафа. Это нарушение маскарада. Ну вот. Стоит один раз забыть про маску, и тебя готовы распять. Как понимаешь, история неприятная, и с этим нужно что-то делать. Прошу прощения, ситуация вышла из-под контроля. Как мне загладить свою вину? Вот это красота. Прости, Фаир, но я просто не могу закрыть на такое глаза. Если новый принц даст слабину, моя история очень быстро закончится. Особенно если учесть активность анархов. Кстати, у нас шериф совсем от рук отбился.
Старина Бенни оставил после себя след из окровавленных трупов. И след идет прямо от здания двери вашего второго дома. Понятно. Подчиненным он ничего не сказал. Оставил ледник без защиты. Вы знаете, чем это закончилось. Лу оторвали от сериалов, и она очень недовольна. У нее возникли вопросы. Неприятные вопросы, и она хочет услышать ответы. Да. Что ж, дальше откладывать нельзя. Прошу меня извинить дела. Толи, принеси духи с липой. Нельзя говорить, что все под контролем, когда тебе воняет слабой кровью. Я еще тут. И? Будем дерзкими или нет? Давайте я займусь шерифом. Какой напор. Встретимся завтра в Макхоме. Поговорим там. О, неформальная встреча с боссом. Продолжай в том же духе, и все у тебя будет отлично. Не знаю, что у тебя в планах, но помни. Вечный вопрос всего один. Кто кого нагибает и стоит или это... О, свеч! Ухо, до встречи, солнышко. Он что, ко мне подкатывает, ребята? Фу. Отлично, кажется, ты ей нравишься. Как и Толи. Хорошее начало. Ну, ладно, давай выбираться из этой топки. Так, я наконец-таки сделала правильный выбор? Я наконец-то молодец, иду по хорошему пути? Так, древо способностей. Манящий жест. На-на-на-на. Вы погружаете человека в транс и заставляете покорно идти туда, где он в последний раз вас видел. Хо-хо-хо-хо-хо. Не, давайте что-то из этого прокачаем. Затраты ОС. Не знаю, что такое ОС, кстати. Так. Вы накладываете на противника проклятие. При следующем получении урона его тело распухнет и взорвется. Чтобы проклясть сильного противника, нужно гораздо... Это вылитый какой-то уже вампир. Не, давайте вот. Так, отдохнуть в убежище. Где мое убежище? Сейчас скажите, микро работает? Чтоб я игру не скрывала лишний раз. «16 этажей! 21! Ого! Да вы, походу, это... Москва-Сити. Да, спасибо. Ой, снег идет. Прекрасно. Кстати, мне напомнила вторую часть Алан Вейка. Помните, там тоже был открытый город, и можно было бегать. Непонятно, конечно, как прокачивать другие навыки, как-то все странненько. Какие функции?
О, этот закоулочек я помню. А этот, по идее, может начать махаться. Ладно, не будем трогать, пока непонятно это все дело. Да не сказала бы. Сколько уже играем, открытый мир — это что-то редкое явление. Так, ну, погнали. А чё здесь так мало FPS-а? Так, по лестнице или все уже по лифту? А где наша хата? На каком этаже, вы не помните? О, это мы. Отлично. Пора на боковую, встаем завтра на закате. На закате. Фига закат. Так, это интересно. Ален Хилл? Фаир, можешь? Кажется, я нашел свое тело. Или нет? Едва ли бредет усталый путник по плодороднейшей земле. А жертвоприношений кровь питает алые цветы. Путник не хочет пить? Будет ли он питаться? Привет и тебе. Ты со мной разговариваешь? А, это же искатель истины. Ты не пробудишься? Я сплю? Проснись. Проснись, детектив. Сейчас шумов нет никаких микро? Он хоть нормально все работает? Просыпайся, детектив, просыпайся! И что? Ладно. В смысле, а где я? Я ж вроде на кровати уснула. Теперь я помню, был холодный декабрьский день. Холоднее, чем обычно, я имею в виду. Я был в своем офисе и не спал, и мне это обстоятельство было особо-то по душе. Все хорошо, спасибо. Давай, ну, я не могу тут весь день торчать. Стопка старых записей по делам, которые я уже мукнул из архива, чтобы проверить их на нарушения. Именно так я узнала об анархии, дантисте и сенаторе. Весело было в 70-е. Ника подарил, сказал, что он как раз для меня. Я так и не понял, почему. А, да, пара наводок про колдовство на острове Уитби. Даже туристические буклеты нужно проверять. Вдруг какая-то строчка мелькнет. Это по мне София доложила. Сказала, что в работе Седрика скрывается послание. Я его еще не нашел. О, эта штуковина достала у Ника, чтобы можно было слушать звуковую сеть. Так, понятно. Понятно. Ничего интересного, заколебал болтать. А мне все интересно. Я решил, что ему достаточно настоять. Так, ну наконец-то. Добрый день, офицер Уилл. Надеюсь, ночная смена доставляет тебе радость и удовлетворение, которых ты по праву заслуживаешь. И тебе того же, бездельник ты паршивый. У меня для тебя сообщение. Срочное. От твоего босса. Бюллетень от дорогого капитана Бенни? Что ж, офицер, ты наполнил мой вечер чарующими воспоминаниями. Я рад за тебя. Но теперь гадаю, какое безумие ты перетащишь в наш участок на этот раз. Безумие, Джордж, ты без меня знаешь, это уничтожительный термин. Ночной Сиэтл, как и любой другой крупный город, полон пьянства, припяти и грез. Кому-то нужно все это подметать. Ага, как скажешь. Вот, мне пора на пост. Делай, что там делаешь. Главное, чтоб я потом не слышал никаких, знаешь, не надо, короче, ничего вот этого.
You can count on me. Положись на меня. Oh, yeah. А, кстати, That reminds должок me. за тобой, Фабиан. You owe me, 30 баксов. Fabian. $30. I do. Правда, я честно Can't не rightly помню за remember что. why. For Monday's За игру в game. понедельник. Проиграл. Pay your Плати, debts, детектив. detective. Ничего не знаю, ничего не будем платить. Бенни прислал мне любовную записку с приглашением сходить в бар Маком в центре города. По всему выходило, что владелец... And with Fletcher, it was always better to deal with the problem before he skinned it alive. But I'd woken up hungry. I needed a bite to eat before heading out. Мужик валялся в вытре пару дней. Я не знал его имени, но это не беда. Характер нордический. Оно и хорошо, я всегда тяготел к прохладительным напиткам. Well, good evening. Ну, добрый вечер, Орло, Хьюго, Ильям, Завидей. Или кем бы там ни был сегодня вечером. Фаби, восхитительно с тобой повидаться. Sure, buddy. Конечно, приятель, и тебе того же, с лимонной долькой на каемке. О, мамочки, скоро будет деточка. Альмини, лимоне, лимонезия. Ведь захотелось. Hey, Привет, Orville. Орвилл, Ворсон, Оливер, Кромвелл. Вспомнил что-нибудь? You remember anything yet? Прошла погулять, мамаша с малышкой, жучок, паучок. Ой, люди меня называют причудливым, но ты на решительно отдельной глубине. Мамка, залой малышка шпочкой ночи малыши. Вот такое брюхо. Альмини, лимоне, лимонезия. Lemony moss to you, fella. Ой, чё. Это да. Я в шоке. You've been here. Ты у нас только уже отдыхаешь 3 дня. Чертовски серьезный запой с тобой приключился. Либо так, либо тебе кто-то сюрприз устроил. Адресом скучно, Фабия. Выпьем шейти, было хорош пение, жалей. Oh, I hear you. А это ты дело говоришь. Всегда приятно, когда под руку попадается хороший расслабляющий напиток. How is life through a Как жить bottle? с той стороны бутыльного стекла? Надо сказать, мне завидно. Мне ничего такого уже давным-давно не светит. And contractually И по speaking, given контракту, my учитывая мою profession, I профессию, should мне be положено 3 бы быть whiskeys уже на deep by 4-м now стакане and виски и for искать Pepsi пачку Month. сигарет. Рыжища жизнь, она как ваза с вишнями. А лишь ласки липкие, яркие такие. Spin me your Ну-ка, philosophy there, ну-ка, Wilbur. поделись своей философией. Уилбур, Фабио, Филон, Фило. Иногда сплошные косточки. Какие текстуры классные. Nice one. Ладно, пошлите, я не Take буду care, его Blair. пить. Ну, скоро увидимся, Фабио. Продавай привет, мамочки. Питаться от человека с лигматической кровью. То есть надо его все же засосать. Ладно. What's cooking, Charlie? I'm a Жрать little хочу. short a pint or two. Хлебник, глотни все для тебя, Фабио. I knew you were a man. Всегда знал, что ты человек с хорошим вкусом. Фабиан-то кто? Ну а как ты смотрел? Ты с самого начала стрима и до сих пор не понял, кто это? Фабиан — это голос в нашей голове. Это другой детектив, другой вампир. Ой. Невнимательно Farewell, смотришь. Marcel. Будь цел, Марсель. It was Открытый time to head молчаливый. to the Macon bar since I'd had my cup of Joe. Or Giuseppe, or Так, у меня там какие-то способности открыты.
Ладно. Whoever. Sure, sometimes I felt like a heel, but the folks I fed on mostly wouldn't miss it. One of the advantages of mortals, given time, they'd fill right back up. I had a few around the city. This fella was a new addition. Ходишь? Вот оно что. Значит, на громкую связь ставь. Так, а выход где? А где выход? А выйти где? Да я ж с ним уже поговорила. Я так понимаю, сейчас это его воспоминания, мы играем за этого детектива, который работает в полицейском участке. Ну это реально сейчас похоже на Alan Wake. Да, мы тоже играли за одного Алана, потом за другого, по-моему. О, работа стоит, кипит. А в шапочке можно на работе разве? Неприлично. О, и это в шапочке. Вообще. Никто не следит за ними. Привет. Уиллер был славным малым, правда? Разве что немного прямодушным. Во вторник, верно. Когда восхищался твоей настойчивостью. Все, давайте, пока. Можно пропускать, оказывается. Заходит в тупик Фабиан. Уйти, просто уйти. Не хочу я с ним общаться, надоело мне уж читать это. Hey, Fabian. Who owes who money? And who controls the door? Ах ты зараза-то такая, блин. Hey, Wheeler. Gonna pay your dues? Должен... Должок решил оплатить. Что могу сказать? Мне нравится, что ты не расстаешься с надеждами. Как семья, жена, ребенок, маленький Джонни должно быть уже во взрослых брюках разгуливает. Джон переехал в Чикаго 3 года назад. Мы обсуждали же. Я же тебе показывал фотографии его квартиры. А, точно. И Дорис? Денис все еще угорает по своему этому духовному сознанию и все еще живет со своим инструктором по йоге, насколько я знаю. Ты меня так про должок забыть не заставишь, Фабиан. А что там будет за тип отвезитель? Мистер Лимон? Обычная история. Двинулся будкой, затарившись ля-ля-ля нас наследством. Я все надеюсь, что его кто-нибудь заберет, но думаю, документы собака шефа давно спрятала. Мистер Лимон? Его так зовут? Настоящего имени мы от него так и не добились, а неопознанных граждан у нас и без того целая штабеля. Поэтому Цитрусу нравится. Пойди разберись. Про деньги. Ну, выпусти меня, я за бумажками сбегаю. Ты хочешь сказать, что у тебя есть бумажник? Все без толку, придется мне ему серое вещество перетрясти. Давай. Давай. Эй, Уиллер, может, отпустишь уже меня? Я теперь должен, что ли? А, что? Не, приятель, прости, я задремал, видимо. Отлично. Все пучком, давай я тебе дверь открою. Вот, так сразу бы, спасибо. Приятной ночи. Великолепно. Фига, я просто летаю, это возможно? А, поскольку это наши воспоминания, то как бы это не по-настоящему, поэтому мы можем прям реально летать. Эффект еще такой прикольный. Мистер Фабиан. Добрый вечер, Патрик. Я слышал, приключилось что-то? Ага, приключилось, как обычно, и все. Тебе надо с мистером поговорить. Я уже не успеваю что-то читать. Я уже, походу, реально устала это все читать. Ой. Так что нам надо еще хотя бы полчасика продержаться и закончить на сегодня.
Это уже ничего не поймем. Это же мой старый друг Фабиан. Как мило с твоей стороны присоединиться к нам. Не запылился. Флетчер, все пианино мучаешь? Мистер Флетчер, как я могу помочь? Прошу прощения. Час пик на тротуаре. Час пик на тротуаре. Вы знаете, как это бывает? Пришлось прокладывать путь сквозь бомжей и пьяниц. Мне говорят, что у вас образовался узел. Любопытный случай. Явилась тут девица. Разве оно не всегда так начинается? Действительно, это пришла в мое заведение по поручению своего сира. Представляешь себе? Не так уж необычное для новообращенного. Это как раз и примечательно. Она смертная. Насколько мы можем судить, не касалась крови. Тебе лучше поговорить с ней. На мой вкус, она слишком много знает. Мне лучше это проверить. Где мне искать эту девушку? В подсобке. Я сказал, что именно там мы проводим наши самые деликатные встречи. Она хочет поговорить с одним из информаторов своего сира. Согласна, Макс. Полностью согласна. Уже язык заплетается просто. Так, все, я тут со всеми поговорила. Отсюда уже свалю. В принципе, мы можем сейчас с легкостью играть. Я просто читать не буду. Будете все сами читать. Давайте так пока. Hello, miss. May I have a moment of your time? I'm sorry, I'm waiting for someone. Someone important. I don't want to talk to anyone, especially a cop. What makes you think I'm a cop? Please, have you seen what you're wearing? You're not exactly plain clothes. Waiting for your sire, right? What? I don't know what you mean, detective. So talk to me about vampires, throat sucking, all that sort of thing. Am I breaking a law or something, detective? Because if not, you'd better leave. I realized this wasn't going to work. She was too fixated on the whole detective ensemble. Never mind, miss. Maybe we'll talk later. Oh, I don't think so. She might not talk to a cop, but she seemed the impressionable type. A little force of will, and she'd talk to who she thought I was. I'd picked up a trick or two in my time. Пользуй маску 1000 лиц, чтобы втереться в доверие к собеседнику. Давай. Ну, привет. О, боже, вы, кажется, я знаю, кто вы. Я был очень рад, что она это знала, потому что я сам понятия не имел, за кого она меня приняла. Эту партию нужно было разыграть осторожно. Я рад видеть тебя снова, дитя мое. Естественно, вы не мой сир, потому что он послал меня. Обмануть меня пытаетесь? Кто ты? Ты не один из нас. О, извините за беспокойство, мисс. Блин. Фиаско, мне нужно было выяснить, кто он на самом деле хотел видеть. Блин, еще раз давайте. Я слышу твое сердце, его нежное биение. Ты нервничаешь, дитя. Не дурачьтесь, у тебя больше нет сердцебиения. Отвали, извращенец. Да что ж такое? Так кем мне нужно представиться? Правда, что ли?
Wait. Погоди. There's something not right here. В смысле не доверяет? Not one of the people I'm waiting for. Oh, this was... Офигеть. Я об этом варианте вообще не думала. Oh. Glad she... Приветствую тебя, дитя ночи. Welcome, daughter of the night. Hello. Привет. Вы You один из are его друзей, я вижу. One of his friends, aren't you? Oh, yes. Да, мы знакомы с твоим серым. Oh, your sire. Please Прошу, tell скажите, me, кто вы? who are you? I Я все, о чем ты когда-либо мечтала. Oh, А это вы. it's you. Это вы. Я не думала, It что вы is you. придете. I didn't think you'd come. I am Я Pandora. Пандора. I am Я так рада so познакомиться с вами, pleased to лорд meet you, Фабиан. Lord Fabian. Лорд Фабиан, что? Обслуга доложила мне, что ты принесла весть от своего I сира. do. Точно, да, Yes. он сказал. Остерегайся He said, крестного меча. Beware the sword of the cross. He did. Вот как. It meant nothing to me. Для меня это ничего but не I значило, но я neglected my пренебрегал Bible изучением studies. Библии. Так, секунду, чат. Of course. Я, конечно, хорошо I знаю know твою your сиру, но sire что о well, нем but знаешь ты? What have you learned of him? Oh, Он he's великолепен. Все, marvelous. чего я когда-либо Everything смела I could желать. desire. I mean, Я taste in больше про clothes, предпочтение в model of гардеробе. car. Любимый Have you автомобиль. Доводилось ли visited тебе посещать Haven? его убежище? It, Так странно. It's Вы вот odd. упомянули, а Now that you я mention последние it, несколько дней было it's been a ураганами. whirlwind few Но я... days, but, I'm sorry. Простите меня, но я не I'm not уверена. sure. I thought I should Я stick думал, with что мне it, make следует sure еще I got задержаться, every убедиться, что detail. я ухватил все детали. Tell me, how did Расскажи your мне, как твой sire сир провел come to твое embrace you? становление. Oh, he, А он, погодите, я почему-то не могу сейчас вспомнить. wait. Его и не было, у нас человек, походу. Can't think of it right now. How weird. How have you taken to our Привыкаешь existence? потихоньку к нашему образу Consuming the blood, существования. the lateness Как of тебе the пить hour. кровь? Как тебе ночная I- жизнь? Наверное, я пила кровь. Это ведь единственный способ выжить для нас, так ведь? Мне снились об этом сны, но я не помню, чтобы я на самом деле пила. Должна же была во время становления, так ведь? Что тебе обо мне известно в деталях? О, вы могущественны, что вы прозорливы, что вы опасны, что вы несете в себе невыносимую боль, но скрываете ее. Я разделяю эту боль. Я так рада оказаться в вашем присутствии. Что это там было про разделенную боль? О, я знаю, что вы очень глубокая личность, лорд Фабиан. Что вы прячете ее так умело, что вы потеряли своего самого близкого друга. Но, возможно, вы сможете обсудить это позже, в более приятной обстановке. Надо сказать, для нашего вида довольно нетрадиционно иметь сердцебиение. А у тебя, по всему видно, оно есть, и довольно бодрое при том. О, правда? Это неправильно? Не уверена, что оно исчезнет, когда благословение вступит в силу. Я знаю, что некоторые вещи требуют времени, но, честно говоря, я сейчас готова убить за сигарет. Осуждаем. Что ж, Пандора, было крайне увлекательно с тобой беседовать. Еще поговорим. Никуда не уходи. Конечно, господин. Что она реально здесь останется? Кто-то крепко прикрутил ей извилины. Мне нужно было обсудить это дело с Флетчером.
Да, извилины у нее и вправду подкручены жестко. Но мне кажется, теперь она там останется навеки, потому что мы сказали ей сидеть там. А, расследовать все же здесь. You talked to our gothic delight? Это не все случайно. Ее кто-то отсюда умышленно толкнул. Надбил пары фактов по общих чертах, но все остальное... Кто-то опустошил разум мисс Пандоры. Но умения остались только одно. Найти друга, и все. Она назвала меня лорд Фабиан. А, серьезно? Ну что ж. Но надо бы выяснить, кто ее сюда запихнул. Дайте чат. Не успеваю. Не дают же выйти отсюда. До зала викнать. А что надо сделать? Я что-то не поняла. I didn't see the need. You must be... Oh, yeah. Блин, до нее теперь не дойти. А что делать надо? Начинается, блин. Опять. Надо что-то сделать, и неизвестно что. I figured I needed my strength for other things. Вот и я вообще потерял. Кто-то понимает? Взаимодействие только с ним. Wasn't gonna speak to me. I didn't think that was worth the effort. Умение на нем не применить. You must be busy. You must be busy. Oh, yes, that's right. I was going to talk to Patrick У about how the girl Патрика. got here. А, Патрик на входе.
Hey there. Привет, Been chewing a few обсуждали things дела over с твоим with your боссом. У меня есть boss. I несколько got a few вопросов. questions. No problem. Без проблем. The girl has a fuzzy memory of how she got Девица here. смутно You помнит, как notice сюда anything? попала. Ты приметил Someone drop что-нибудь? her off? Ее подвез Lend кто-то? me your Одолжи eagle мне eyes, свой Patrick. орлиный взгляд, Патрик. Nah, just walked in Не, off the зашли с street. улицы. Walked. Пешком? В такой Wearing одежде? those В такую clothes. погоду? In this weather. I didn't see any car. Я никаких I автомобилей smell не a видел. rat here. Запахло Either вороками. Patrick's shirt Либо was Патрику itchy, воротник or he жал, was либо covering он что-то something up. скрывал. Привет, Григорий. Have you seen the girl before? Видел эту девицу She'd be раньше? easy to remember, Такую right? забыть непросто, а? Not really. Да, вроде You'd be нет. surprised Ты how видишься, many of her сколько... type Ты drift towards the удивишься, Macom. сколько таких Most don't get in, летается but the сюда. way she was talking, Большинство такое не приметит. I knew this Но was я something the послушал, boss что она needed to говорит, и hear. тут же понял. I think she's a new Я думаю, она face. тут новенькая. You got that right. She didn't just walk Не in. зашла она сюда просто Who were так. you covering Кого ты for? выгораживаешь? She walked in. Взяла и That's зашла. just Так what все было, happened, понимаешь? alright? Something was on Что-то было у Patrick's Патрика на mind, уме, и мне and было I нужно needed to знать, take что a это, peek at it. чтобы взглянуть. I should get on. Понятно. See if I can Good luck without. Может, к нему применить что-то? Let's have a Заглянем peek, одним shall we? глазком. That won't help me. What secrets are we keeping? Hmm? What was that? Что, лимузин, значит, Oh, человек при limo. That власти, means и мы someone with таких не power. стучим. We А, don't run on Патрик. power. Oh, Patrick. Hey, I've У got меня more есть еще questions. вопросы. Sure. Я знаю, что это был лимузин. Gotcha. Ты зачем меня обманывать пытался? Why were you covering it up? Ох, ладно, да, был лимузин. Остановился на том конце квартала. Она вылезла с заднего сиденья, сказала спасибо, вот и все. Didn't get a plate? Номера успел разглядеть ли водителя? Nah, sorry. Нет, прости. Business black, Представительский privacy черный glass, you know цвет, the drill. тонированные окна, And you знаешь know we сам don't keep таких. cameras А here. камер у нас Mr. тут нет. Fletcher won't have Мистер them. Флетчер решительно But против. you get Ну, what ты it без меня, means. поди, смекнул, да? I do, yeah. Ага, Limo смекнул. means money, and Лимузин kindred означает money. деньги, а сородичи при That таких screams деньгах court. это означает двор. Thanks, Спасибо, Patrick. Патрик. For what it's worth. И раз I уж на get то why you пошло, я wanted to keep понимаю, it почему on ты down. решил сохранить это в тайне. Catch you later, Patrick. Увидимся, Патрик. Thanks for helping out. Да, новинка, Григорий. Настроение хорошее. Только уже заколебались читать. Я. Поэтому, думаю, сейчас потихонечку и закончим. А то вот трындец. Patrick saw a limo. Патрик видел Says лимузин и говорит, Pandora Пандору was сюда off подвезли. That speaks of Это money. нам указывает на большие деньги, а большие деньги указывают на двор. Interesting. Любопытно, Interesting. любопытно. Yeah. I Ага, do подтекст not мне like the решительно не нравится, implications. ни капельки. Not one bit. So what Так, какой now? теперь план? Стандартная Usual процедура, treatment, I смею assume? предположить. You'll Промоешь, empty her что там mind even осталось от ее further, мозгов, throw и her back in the отпустишь pond? обратно в пруд? Assuming you Это don't want her предполагая, skinned конечно, and что ты не fed to надумаешь ее pigs. крушить и скормить свиньям ее. Yes, I'll need Да, to придется wipe her почистить mind. ей разум, Erase any избавить thoughts от of всех science мыслей and о сирах и embraces. становлениях. Well, she's already Ну, голова у empty-headed. нее и такая, так уже wonder what'll пустая. become of Интересно her даже, что с ней станет after. после. Seattle has a place В Сиэтле for для everyone. всех найдется место, Even пусть if даже и it's, под under какой-нибудь, a под bridge каким-нибудь somewhere, I мостом. suppose. Very well then. Ладно, значит так, делай, что ты там решил, но когда делаешь, скажи. В моих заведениях многое дозволено, но нарушение маскарада прямо на моем пороге мне ни к чему. Understood. Go do your thing, Lord Fabian. Something told me he wouldn't let my nobility lie. But he was right. I needed to deal with Miss Pandora, and quickly. Так, все, разобраться с мисс Пандорой. As it turned out, I Как did оказалось, need to мне deal with her действительно нужно quickly. было срочно с ней But not in the разобраться. way I Но не так, как я expected. ожидал. С ней уже разобрались. Кул в сердце. Да что? Она ж не вампир. Construction Строительная rebar арматура, rammed забитая into в the пол. floor. Это совсем не просто Not an сделать, easy а уж thing тем to более do at тихо. all.
let alone quietly. Time to earn the Что ж, paycheck. время отрабатывать If I got зарплату. paid, Если which бы I мне didn't, кто-нибудь платил technically. зарплату. Still. Hey there, Привет, Miss мисс Пандора. How you Как себя feeling? чувствуешь? Still a bit Я еще немного не в себе. Убила бы за Chill сигарет. for a cigarette. Спасибо за подписку. I guess I'm a little А еще cold around у the меня neck. немного шея Oh, замерзла. and, Я dead? мертвая? Of course. What would you Конечно, do? учитывая, что Construct ты of my own порождение mind, моего it собственного was a разума, это был stupid глупый question. вопрос. I will grant Виноват, you that. исправлюсь. But I like to make my own psyche Но мне нравится создавать комфорт. What do you need to Что вы know, хотите Lord знать, лорд Fabian? Фабиан? Why did you call Почему me ты назвала Lord меня Fabian? лордом Фабианом? I'm a Я construct порождение of your вашего разума, psyche, помните? remember? Вы действительно так You сильно really хотите wanna потешить свое stroke your эго? ego that much? But Но раз since уж you вы спросили, asked, потому что кто-то решил because привлечь someone ваше wants to get внимание, your подумайте attention. сами. Don't you think? Where did Откуда you ты? come from? Given I'm a Учитывая, что я construct всего of лишь your плод вашего mind, your разума, ваша lordship, светлость, I find на it этот hard to вопрос я answer ответить that. затрудняюсь. My clothes may not be Одета я, допустим, без tasteful, особого but вкуса, they но do сами look вещи выглядят дорогими. expensive. Under Пор, the powder, my под пудрой skin кожа у меня is good. здоровая, ногти, So are my волосы nails тоже. and my hair. Rich family, I Обеспеченная think you'd семья, say. стало быть. What's with the little Что за безделушка cross с sword you крестом got? мечом? I told you Я же what my сказала, что мой sire сир хотел said, передать. remember? Помните? Beware the Остерегайся sword of крестного меча. Крестного. И правда, правда. And the cross И этот крест is теперь tickling at your щекочет вам brain, разум, isn't так? it? И арматурина, So is the которые меня iron rebar пронзили. forced through my body. You've seen Вы уже this видели это before. раньше. Would you kill Вы бы убили detective детектив ради for сигареты. a cigarette? Спасибо, Григорий. Я сейчас закончу. No, Marla. Нет, I Марла, wouldn't я бы kill не you for убил a тебя ради cigarette. сигареты. Но But someone кто-то did, так и right? сделал, верно? Maybe they did. Может и так. В конце концов, was my это была job моя here at the работа Macom, здесь, after в all. Макоме. Hanging around the bar, my tray in front of me. Ходить по бару со Offering своим подносом, patrons предлагая tobacco. посетителям табак на выбор. That's where you've seen me. Здесь ты меня видел, Maybe может быть, 50 раз в times 50. before. Единственное место, где ты The меня only видел. place you've seen me. But you never did Но notice ты me, did никогда you? меня не замечал, так ведь? So how Так did как you же ты die, умерла, Marla? Марла? Isn't it obvious? Разве это не очевидно? Iron Железный blood to the пруд в heart. сердце. Head cut Голову off. отрубили. Cut off. Отрубили. И прав. You're right, Не not отрубили. cut off. Раны выглядят неровной, даже рваной. Скорее оторвали, я бы сказала. Ragged, more torn, ripped off, I'd say, by someone Кто-то очень strong. сильный. I see a piece of jewelry Я there. приметил That украшение yours? вон там. Твое? The sharpened metal cross. Заточенный металлический крест? You've never seen Ты me with it прежде before. не видел меня с I таким. know you didn't pay Я me знаю, much что ты не обращал на attention, меня but особого you've внимания, но spotted такую that. вещицу ты бы заметил. It's hardly Ее subtle. едва ли назовешь неприметной. So who were Кем you, же ты Marla? была, Марла? Why a Да nobody никто, detective? детектив. Смертная. Прислуга в Макоме. A servant in the Macom. Wait. Одна из One of сотрудниц Fletcher's Флетчера, employees, right? значит. So, Так, Ghoul, возможно, perhaps. Гуль? I think you're right, Я думаю, ты detective. прав, детектив. Кровь из шеи перестала хлестать довольно быстро, если судить по пятнам. Perhaps I Возможно, я felt the blood of a выпила кровь vampire вампира и and обрела gained a bit немного of силы. power. I know what Я a знаю, ghoul что is. такое Thank боль. you Спасибо kindly. большое. I'm sorry, Мне Marla. очень жаль, Марла. You didn't Ты этого не deserve this. заслужила. Didn't I? Не заслужила? Ведь меня совсем не знаешь, а, детектив? Do you, detective? I could be a Вдруг я torturer, мучительница, a разбойница, monster, серийный a убийца. serial killer. Maybe. Может быть. Or Или maybe просто just оказалась wrong не в том place, месте, не wrong в то time. время. Hmm. Нет, это все This выглядит looks a более little more умышленно, specific than that. целенаправленно. More targeted. Killed by twisted Убита не iron перекрученной and sheer железкой и strength. грубой силы. Good Такого enough for хватит either и a смертному, vampire и or a вампиру. mortal. But she Но она was была mortal, смертной, and a да еще и ghoul to гулем boot. в придачу. She belonged to Она someone. кому-то I принадлежала. needed to Стоило check выяснить that этот out. момент. Well, she was Но она dead. была мертва. The Я missing догадался hand по gave it отсутствию away. головы. A cross and a Крест fancy причем one. занятный, металлический. Made of metal. Интересно. Interesting. This felt Было похоже на somehow like какое-то déjà vu, дежавю. but I Но knew этого I точно hadn't никогда seen не it случалось. Ох, тут столько всего, чат. Давайте тогда вот это расследование оставим уже на следующий стримчик. Тут очень много, я не выдержу. Тут много всего.
Так. Тогда выйти. О, все, вышло. Главное, чтобы ничего не сломалось случайно. У меня уже даже речь заплетается. Я уже так наговорилась, мне кажется, неделю вперед. Ой. Уже горит Силсонга. Чего так? Так, а скажите, а почему некоторые ники в чате стали писаться не никами? Может, вы это видите? Собачка, например. Она. Давай, Геракл, спокойной ночи. Чё-то запозднился, смотрю. Обычно раньше уходишь. Ой. Горит Силсонга. Да ладно. У меня уже давно горело с него. Всё, чатик, тогда мы на сегодня с вами заканчиваем. И встретимся с вами завтра. Вот. Собачку вижу. Вот, и я почему-то вижу. А почему так поменялось? То сообщение с собачками, то без. Походу, YouTube немного того. О, того. Ладно. Хватит. Клонись от блока 65 секунд. Ого. Удачи. Удачи. Всё, чат. Тогда завтра выйдет, думаю, 2 ролика. Постараюсь, конечно, если ничего опять не случится странного. Вот. Завтра, возможно, у нас будет либо Dishonored, либо одна из игрушек. Ninja Gaiden, Daylight. Вампирики прекрасные. Смотря, что вам, конечно, больше зашло. Смотрю по лайкосикам, вам вроде бы вампирик зашел, да, чат? Спасибо большое за лайкосики. 38. Вообще молодцы. Не хватает, конечно, 2 для прям красивого, полноценного, ровного числа. Думаю, вы добьете. Я уверена в этом. Так что все. О! Одного лайкосика теперь не хватает. 39. Одного не хватает лайкосика. Спасибо, спасибо. Кто там поставил? Спасибочки. Все. Тогда мы встретимся с вами завтра. Либо Dishonored, либо, наверное, Маскарад. Раз вам так зашли вампирики. Ну, вообще прикольненько. Главное, чтобы за меня читали. Все, спасибо вам огромное за поддержку, за вашу активность. Огромное спасибо Артемке за поддержку. И также всем спокойной ночи, всем сладких снов. Увидимся с вами завтра. Всем пока-пока.